дорогие мои. Good morning. Привет из Оренбурга. Здравствуйте. Константин, здрасте. У нас сегодня достаточно много людей. Быстро идут сообщения. Привет всем из Рязани. Здравствуйте. Добрый вечер всем из Алма-Аты. Бедюрова Раиса и Айбек. Гарафьянова Фатима. О, у нас обычно в Казахстане очень много людей садится перед монитором и потом сидят, еще и долго обсуждают с бешбармаком. Вечер добрый, вечер добрый. Скажите, все есть, и звук, и изображение, да? Бодрого вечера из Херсона, бодрого. Всем доброго вечера суток. Привет из Запорожья. Все РТЕ, как войти в круг? Нужно написать, можно мне войти в круг? Я напишу, можно. Когда у человека появляются негативные мысли, если проанализировать, когда же у человека появляются негативные мысли в социуме, то это очень часто бывает после того, когда он пришел с работы. То есть на работе было хорошо, вел себя хорошо, отношение было хорошее. После этого приходит домой и начинает нервничать. Любимые люди этому человеку кажутся уже нелюбимыми. Появляются претензии к другому человеку. От чего же это происходит? Это происходит по причине того, что когда человек приходит на работу, то люди, которые рядом с ним находятся, возможно, начинают им раздражаться или проявляют свою мысленную неудовлетворенность или свое мысленное, возможно, нелюбовь или ненависть или даже раздражение и так далее. Это все проявляется в виде накопления. Это некоторые такие ментальные сети. Когда человек находится в таких ментальных сетях, после этого он едет домой, после этого он это чувствует еще в метро, возможно, в местном транспорте. Возможно, кому-то некомфортно с ним находиться, ведь вы же уже, наверное, знаете, что существуют люди еще и невоспитанные, но у нас считается человек воспитанным не тот, который хорошо думает о другом человеке, а тот, который думает, как и все остальные, плохо о любом человеке, но при этом молчит. Так вот, находясь рядом с такими людьми, происходит накопление вот такой вот ненависти, которая входит напрямую в этого человека. И я обычно и говорю, что чувства, порожденные кем-либо в отношении вас, они обязательно должны когда-то, а особенно вечером, где-то выплескиваться. То есть они должны создать и проявить действие. Как же действие-то убирать, если это чувства других людей? И я сегодня хочу вам дать такой вот совет. Попробуйте себя проанализировать, какой вы настоящий человек. Появляется ли у вас ощущение такое, что вы в какой-то момент, любя человека, проявляете к нему агрессию, а через какое-то время вновь начинаете к нему хорошо относиться? Насколько вы сколько раз в день вы сдерживаетесь? Не мешайте, зачем вы мешаете? Сколько раз в день вы сдерживаетесь, сколько раз в день вы стараетесь сколько раз в день вы раздражаетесь? Попробуйте определить, это частое явление или нет. Вот это явление, оно грубо говорит о том, что вы являетесь человеком, у которого очень развита эмпатия. То есть вы очень тонко ощущаете ментальную энергию другого человека или мысли другого человека, который заставляет вас в дальнейшем быть не собой. Можно ли от этого как-то избавиться? Да? Я сегодня вас научу это делать быстро. Когда у вас появляются плохие мысли, вот, допустим, у меня появилась плохая мысль по отношению к Пете Петрову. И эта мысль, она меня беспокоит, и я раздражаюсь на Петю Петрова, то вот то раздражение, которое у меня появляется, я его должен идентифицировать, и после этого мысленно я должен эту мысль не уважать, а по-другому послать ее матом.
как-то не очень корректно это звучит тогда. Тем не менее, хочу вам сказать, что данный ментал, который попадает в ваше поле, он имеет иногда еще и агрессивный характер. То есть в случае, если это... Вот смотрите, мне нужно отбить большой кирпич, который летит в мою сторону. Я его могу отбить чем-то мягким или мне придется его отбивать чем-то твердым? Наверное, его придется отбивать чем-то твердым. Правильно? Вот смотрите, если летит пуля, то может быть тесто защитой перед этой пулей? Не может быть. А вторая пуля, точь-в-точь, которая попадает в эту пулю, может отбить такую пулю? Может, вы представляете? В этом особенность. Поэтому вы же ездите в трамвае, в метро или в общественном транспорте, или где-то находитесь. Это вызывает по отношению к вам агрессию? Скорее всего, ментальную, да. И в тот момент, когда вы приезжаете, у вас появляется домой, у вас появляется желание проявить эту агрессию уже в виде контакта с вашими близкими, или они просто начинают вас раздражать. Так вот, то, что вас раздражает не в человеке, потому что вы не понимаете, что это такое, и проявляете эту агрессию к человеку, а вам необходимо проявлять эту агрессию к той агрессии, которая у вас вызывает агрессию. Поэтому нужно идентифицировать то чувство, которое заставляет вас проявлять агрессию, и именно это чувство нужно посылать. И говорить: отвали, или там отстань, да пошло ты там туда-сюда. То есть, когда вы пришли домой вечером и хотите напасть или наругаться на ребенка, определите это чувство и его пошлите. Тогда ментальная сеть в дальнейшем, если вы так несколько раз сделаете, не будет больше вас касаться. И мысли людей, которые будут говорить там: вот там стоит тут своей жопой, извиняюсь за то, что я об этом говорю, в дальнейшем проявляться по отношению к вам не будет. То есть вы сделаете все для того, чтобы такие ментальные мысли к вам не крепились. Скажите, интересный метод. А может ли он быть полезным? Да. Почему? Меня просто очень мучают люди, которые говорят: надо защиты делать и так далее. Они находятся на нижнем тоне, и они считают, что нужно срочно защищаться, нужно срочно отбиваться и нужно срочно что-то делать. Так вот, мой совет: не нужно отбиваться и защищаться. Нужно в тот момент, когда происходит элемент раздражения вас кем-либо или чем-либо, нужно этот элемент раздражения убирать. В социуме есть такое понятие, как общение людей. Существует общение прямое, а существует общение навязчивое. Так вот, каждое навязчивое общение является элементом манипуляции с человеком. Поэтому, если человек навязчиво начинает общаться с вами, трогает вас, дергает, стучит по вам, трусит вами, там, постарается помочь, поддержать или что-то сделать, знайте, этот человек фактически, не понимая сам, манипулирует вашим вниманием, мнением и желаниями. Не разрешайте никакому человеку манипулировать вами без вашего на то желания. Делать этого ни в коем случае нельзя. Даже если человек говорит: я хороший, я тебе помогу, давай там сумку поднесу, поддержу там, и так далее. Это все манипуляция. Таким образом, не попадайтесь на манипуляцию. Любая манипуляция заканчивается плохо. Рано или поздно человек входит в доверие, после этого располагает, после этого хочет отобрать или хочет завладеть имуществом, или хочет наоборот, там, чтобы ему подчинялись и так далее. То есть манипуляции в любом случае, они рано или поздно приведут к каким-то тяжелым и не совсем приятным ситуациям. Поэтому я очень всегда советую людям все-таки жить более осознанно, знаете. Каждый человек, который живет, он делает выводы. И эти выводы обычно не связаны с тем, что у человека есть высшее образование. Обычно есть даже пословица очень хорошая. Она звучит так: умный человек – это исключительно тот человек, который учится за счет персонально своих ошибок. А теперь скажите, когда родители дадут образование своим детям, и дети заканчивают институты, то эти дети могут слушать своих родителей? Если бы они учились плохо и были бы двоечниками в институтах, то тогда бы они могли слушать советы других людей. А так как они были отличниками и их ум вырос, то, давайте еще раз скажу,
эту правильную пословицу, а умный человек учится исключительно на своих ошибках, тогда советы, которые были сказаны этим человеком, или мамой, или папой, или кем-либо, не будут являться советами, и он их не услышит. Понимаете? Поэтому, когда вас не слушается ваш ребенок, или когда вас не слышит ваш близкий человек, знайте, это говорит о том, что он умный. Понятно? Это говорит о том, что он умный. Когда человек говорит: а меня дочь не слушается, я говорю: ну она умная, она молодец. Значит, она либо самообразованием занимается, либо пытается учиться. Это говорит о том, что она готова совершить свои, но персонально свои ошибки для того, чтобы в дальнейшем доказать себе то или другое. Поэтому, когда мне начинают люди жаловаться и говорить: меня муж не слушается, мне жена, я обычно первые вопросы задаю такие: у них есть высшее образование? Они где-нибудь учились 6 лет и говорят: у него 3 высших образования. И после этого я начинаю улыбаться и говорить: ну нет смысла. Что нет смысла? Ну нет смысла. Что бы вы ни говорили, обучать нет смысла. А вы знаете, что мы живем в стране, где огромное количество людей, у которых есть высшее образование? У нас меньше людей без высшего образования, чем с высшим образованием. Представляете, мы живем в одной из самых высокообразованных стран и государств в мире. Это Белоруссия, Украина, Казахстан и Российская Федерация. Таким образом, можно ли сказать, что если мы живем среди мультиобразованного населения, то это говорит о чем? Могут ли они кого-либо слышать? Нет. Тогда что за вопросы? Меня никто не слышит, мне никто не подчиняется, и меня никто не слушает. Вы представляете, кто же этот человек, который не выключил этот телефон? Ах, Боже, это я. Из этого следует вывод, о котором я говорил раньше. Мой вывод звучит так. Не нужно никого никогда ничему обучать. Вообще, я вам говорю это серьезно. Не нужно никогда никому ничего обучать. Почему? Это жизнь персонально каждого человека. Если человек умный, то его обучать будет сама жизнь. И он будет понимать с этой жизнью, он будет обучаться этой жизни и так далее. А если человек... Кто может обучаться хорошо и кто слушает советы? Если человек не читает, если он глупый, если он каждый день принимает не менее пол-литра утром и до литра до вечера, и так ежедневно на протяжении 10 лет, при этом книжки у него были исключительно только как подставки для обуви, вот такие люди могут слышать. Вот такие люди могут обучаться, они могут слышать, но если захотят. Но обычно такое обучение не очень правильно. Поэтому я говорю о бесполезности обучения взрослых людей. Это абсолютно бесполезная трата времени. Поэтому если вы живете в обыкновенной жизни, знайте, в тот момент, когда вы кого-то обучаете, в этот момент вы, скорее всего это 100%, сразу же попадаете на то, что этот человек вами раздражается. Не надо не говорить: вот смотри, я тебе сказал, или вот еще что-то. Нужно сразу понимать, у него высшее образование, этот человек сам умеет делать выводы. Вот так, мои друзья, вот так. Можно войти в круг всем людям, кто сейчас здесь находится. Андрей Андреевич, напомните, пожалуйста, что нужно читать, чтобы забеременеть. Не нужно читать. Я выпустил новый препарат, он называется Kindskin. Вот он, Kindskin. Основа этого препарата – маточная гвоздика. Слышали о такой, да? Маточная гвоздика. Если пить препарат, то и забеременеешь, и после этого, если пить, еще и выносишь. Его можно до последнего месяца беременности пить. Я долго думал, какой должен сделать препарат. Вот этот препарат, он на 100% дает человеку возможность забеременеть и выносить ребенка. Принимать можно исключительно только женщинам. Ответил на вопрос, да. Дальше. Можно войти в круг? Можно. Вот смотрите. Очень часто люди, которые находятся в социуме, они хотят бороться за что-либо. Хотят бороться.
Они хотят бороться за справедливость и несправедливость. Они хотят бороться за то, что они правы или то, что они неправы. Они хотят бороться. Я вам хочу дать совет. Вот мой совет, он звучит так. Запомните это навсегда. Это высказывание, которое сейчас написано в моей книге. Я его раньше уже говорил. Я хочу его повторить. Любая борьба порождает врагов. Поэтому до того момента, пока человек хочет бороться, у него будут постоянно появляться враги. Но это относится еще и не к той жизни, в которой мы живем, а еще и с нашими внутренними состояниями. Вы боитесь чего-то и начинаете с этим бороться. Знайте, вот эта борьба, которую вы начинаете делать, она приведет вас к тому, что появится настоящая болезнь или появятся по-настоящему какие-то проблемы. Таким образом, любая борьба, она порождает врагов. Даже внутренняя борьба с собой, она будет порождать врагов. Так ваше сознание будет бороться с вашим сознанием или с вашим телом, или еще с чем-то. Поэтому не нужно бороться никогда и ни с кем. А что нужно делать? Давайте я расскажу. Любая борьба заканчивается договоренностью. Поэтому, если у вас в середине есть какая-нибудь проблема, попытайтесь с ней договориться. Я говорю это серьезно. Попытайтесь договориться. Прямо, я боюсь, мне страшно. Хорошо, вот то, где страшно, давай с тобой договоримся. Хватит уже бояться, давай заключим договор. Слышите, раздвоение личности. Но могу сказать, что это очень хорошо работает. Это очень-очень яркий и эффективный вариант вообще вот такой исключительной работы над собой. Вообще могу сказать, что в любой борьбе, там где есть или появляются враги, не заканчивается борьба до того момента, пока не происходит договоренность. Как вот у нас на морском курсе было так, что во время морского курса я показал, как работают методы влияния на большой объем социума. И делал так. Показывал одного президента и другого, после этого целовал. И вот когда они целовались, вечером один другому позвонил. И это было для всех шоком. Почему? Они договорились. Вы представляете? Они договорились. Видите, получается, влияние ментальное, в случае, если есть очень сильное ментальное поле у человека, оно может быть еще и очень сильным в случае и влиять даже на тех людей, которые не подозревают. Люди очень часто не подозревают, что влияние ментала достаточно активное и достаточно сильное на другого человека. А вас думают, а это формирует и заставляет вас действовать. Вы представляете? Только они вас ненавидят, пока вы едете в трамвае и не отвечаете. А вот действовать вы начнете уже дома, когда приедете. И когда он вас раздражал час назад в трамвае, или вы его раздражали час назад в трамвае, и вы приедете домой, и теперь вы будете раздражаться на тех людей, которые рядом находятся. И на самом деле повлияли те люди, с кем в трамвае вы ехали. Но в течение дня вы же можете быть где угодно. Можете заходить в магазин, вам могут завидовать, на вас могут раздражаться. Это приводит к тому, что домой вы приходите уже с целым комплексом вот таких вот нервных, психопатических или каких-то тревожных состояний и не можете сдержаться, бросаетесь потом на своих близких. Теперь вы знаете, как можно с этим работать. Итак, первый месяц, если появляются плохие мысли, то посылайте их, эти плохие мысли. То есть перед тем, как послать близкого человека, пошлите то чувство, которое хочет, чтобы вы послали этого близкого человека. Поняли? И второе. Если есть у вас чувства, которые мешают вам жить, начните с этими чувствами договариваться. Заключите с ними договор. Попробуйте этот договор. Вообще могу сказать, что можно договориться и с алкоголизмом, и с табакокурением. Вы не верите, я могу сказать вам. Человек, который бросает курить, говорит: я договариваюсь с тобой, привычка, я не буду больше курить, я буду курить вечером кальян. Или я буду курить вечером сигару. И после этого он все равно курит, но он просто договорился с привычкой, что ему будет хватать вечерней сигары. Потом говорит: мне только один раз в день хочется курить вечером. Я прихожу домой и курю. На самом деле это все равно, что он в течение дня курит, что один раз вечером. Идея и энергия одна и та же. А он просто с этим договорился. Или человек будет говорить: я вообще не пью, я пью только в субботу. Или я вообще не пью, я пью только на праздники. То есть он договорился со своей привычкой, что он не пьет каждый день, а пьет только на праздники. Вот так это работает, вы представляете? Вы договорились. Получается, вы не сражались, а если заставить сражаться, допустим, как это происходит в некоторых семьях, и родители говорят:
Сколько может это продолжаться? Ты пьяница, давай соберись, не нужно больше пить, давай там. И начинается вот эта возня. Человек начинает сражаться с тем, что ему хочется выпить. А если борьба появляется, то появляются враги, и тогда эта привычка является его врагом. И теперь или враг должен победить, или человек должен победить. Обычно враг побеждает, потому что обычно враг сильнее. Кстати, да. А договориться с врагом можно. Представляете, обычно кто-то... Вот женщина сказала: Андрей Андреевич, вот я не могу, он меня бросил, я не знаю, что делать, как мне забирать имущество или не забирать имущество, что же делать и так далее. Может быть, мне войну какую-то начать вести и так далее. Я ей говорю: послушай, вот к тебе уже, а можно ли сделать так, чтобы он вернулся, вот он со мной пожил, теперь от меня уехал, можно ли сделать, чтобы он ко мне вернулся и так далее. А теперь давайте рассмотрим ситуацию. Я ей сразу же задал вопрос: вот когда вы мне начали жаловаться, вы страдаете? Она мне говорит: да, я страдаю. Ну вот подумайте сами. Если человек обидел другого человека и понимает, что этот человек страдает, то он может вернуться к этому человеку или нет? Как же он вернется, если его будет мучить совесть от того, что этот человек страдает? Ну правильно ведь, да? То есть человек говорит: я страдаю, он меня бросил, я не могу, я вот вся измоталась, там, меня это вымотало и так далее. Все, можешь уже 100% знать, что этот человек тебе до того момента, пока ты страдаешь, не вернется. Это просто невозможно сделать. Почему? Ему для того, чтобы вернуться, нужно знать, что ты не страдаешь. Потому что если ты очень сильно по его поводу страдаешь, то он не вернется, потому что его будет мучить совесть, что он так поступил, что ты страдаешь. Это нужно просить прощения, там что-то делать. А это очень сложно сделать, понимаете? Понимаете? Ну, я прав. Тогда какой единственный способ может быть у человека или у женщины, или у мужчины, которого бросил другой человек? Скажите мне. Радоваться? Я говорю серьезно. Если он ушел, радуйтесь. Радуйтесь, скачите, пойте, танцуйте, с кем-то встречайтесь. Но 100% не страдайте. Но 100% не страдать. Вот если 100% не страдать, тогда возвращается. Если 100% не страдать, тогда хочет общаться, хочет там, ну, все что угодно хочет делать, жить ради вас и так далее. Вы знаете, что к жертвам не возвращаются. Если человек ощущает себя жертвой, знайте, жертва — это еще хуже, чем страдалец. Если страдалец, еще прийти можно. Если жертва — нет. Почему? Вот смотрите, что происходит в социуме с жертвами. Вот, допустим, вы занимаетесь бизнесом, и у вас есть свой какой-нибудь персональный бизнес. Никогда никому не говорите о своих трудностях, особенно тем людям, которые живут с вами, или те, которые рядом находятся. Почему? В животном мире, из которого мы вышли, существует специфическая система заклевывания. Когда маленький цыпленок начинает хромать или он показывает свою слабость, все здоровые цыплята начинают обязательно, проходя мимо, клевать его. Почему? Они его заклевывают. Точно так же у собак. Когда собака показывает, что она начинает хромать или она начинает плохо себя чувствовать, то все собаки, которые находятся в стае, они начинают ее обязательно кусать. Почему? У волков, у собак, у кого угодно, у всех стайных животных. Можно ли доказать, что человек стайное животное? Конечно, мы все живем в стае, поэтому мы и имеем семьи, выходим в социум, объединяемся вокруг определенной работы, социума, там, строим заводы, открываем или там, делаем школы, смотрим социальные программы. Таким образом, можно сказать, а ведь социальные адаптированные системы или рефлексы, их ведь никто не убирал, они как существовали, так и существуют. Поэтому в тот момент, когда вы скажете сотрудникам, что вот у меня не получается, или там у меня есть трудности, знайте, что перед вами может находиться человек, который автоматически может превратиться из друга и стать вашим врагом. Почему? Потому что ему захочется у вас что-нибудь украсть и убежать. Почему? Это как заклевать человека, представляете? Это просто как заклевать человека. Поэтому старайтесь никогда никому не говорить о трудностях, которые, возможно, у вас даже имеют место быть. Не жалуйтесь, потому что вокруг вас будут появляться те люди, которые захотят вас заклевать, как у цыплят. Стянуть, заклевать, там,
потоптать и так далее. Это очень-очень важно. Старайтесь не стонать, не плакать. Почему? Потому что в тот момент, когда человек приходит и говорит, у меня нету там работы, я не могу заработать и так далее, вы мне должны вернуть, вот ему в этот момент не хочется давать. Или у меня трудности, помогите мне с трудностями. Не хочется, не хочется. Почему? Включается вот этот стадный рефлекс. Объяснить его физически невозможно. Естественно, представляете, президент России или президент там, Украинской Народной Социал-националистической Республики, это, наверное, уже сейчас так называется, они смотрят на людей, которые видео делают или которые там где-то что-то пишут, и они стонут. Скажите, что ему хочется сделать с таким народом? Хочется его облить бензином и подпалить, наверное. Знаете почему? Меньше надо стонать. Конечно, когда люди выходят и стонут, ой, как в этом анекдоте, когда мужчина приехал из Нью-Йорка и говорит своей жене, видел я такое видео в Нью-Йорке, а было это в Советском Союзе, называется порно. И там женщина ночью так стонала, мне очень понравилось. После этого говорит, вот, пожалуйста, вот во время того, когда между нами будут отношения ночью, пожалуйста, тоже стони. Выключается свет, и она начинает кричать, ой, Вася, потолок не побелен, а забор падает, что же делать, ой, люди. То есть, начала неправильно стонать. То есть не надо стонать, не нужно даже показывать. Я вообще могу сказать, что основа нашей цивилизации связана не с поддержанием в социуме людей, не с поддержанием. Почему? Не с поддержанием в социуме людей, потому что поддержание в социуме – это более духовный путь. И он начинается с семей. Вот смотрите, если поделить социум и семьи, то в семьях больше развито осуждение и воспитание друг друга или поддержание друг друга. Давайте я скажу. Воспитание и осуждение. Это развито гораздо более. Вот смотрите, когда неприятность случается, то что начинают выяснять? Начинают выяснять, как решать вопрос, или начинают выяснять, кто виноват и кого можно осудить. Давайте я скажу. Кого нужно осудить, правильно? Тогда сам социум, в котором вы живете, миропорядок, он исходит из более мелкого социального слоя, ну да, обыкновенных семей или даже обыкновенного человека, где в начале, когда не было у человека отношений и семьи, он шел по принципу осуждения, конечно, потому что когда появлялась причина какая-то, он говорил, что нужно докопаться, нужно найти виновных и наказать этих подлюк. После этого переходили это все в семейные отношения и снова давайте найдем виновных, давайте обвиним кого-нибудь. То есть ребенка сбила машина, но самое важное не из-за чего сбила, кто виноват, кто не досмотрел, а как помогать не имеет значения. И, естественно, создался вот такой миропорядок, целый социум, в котором гораздо важнее кого-нибудь обвинять, чем кого-то поддержать. Тогда вот, когда люди выйдут и начнут там прыгать на Майдане или там обвинять кого-либо, это в преддверии выборов, то тогда эти люди, они вышли, что сделать? Тогда их нужно поддержать. Ну как же их можно поддержать, если этот социум устроен по принципу найти виновных? Правильно? И после этого люди говорят, мы хотим, чтобы нас поддержали, но хотим при этом кого-нибудь осудить там, или кого-нибудь обидеть и так далее. Мировой порядок начинается с искоренения в себе возможности находить виновных раз. И второе, искоренение в себе возможности вообще кого-либо осуждать в априори вообще. Таким образом, и поддержка, которая возможна в семье или которая возможна в социуме, она в дальнейшем может возникнуть. И бесполезно создавать новый мировой порядок, и бесполезно создавать в априори новый социум до того момента, пока в голове не появится идея, что семья создана для того, чтобы друг друга поддержать, что отношения созданы для того, чтобы друг друга поддержать, что бизнес создается для того, чтобы поддерживать друг друга, а не осуждать и так далее. Что социум создан и целые страны созданы, чтобы поддерживать людей, а не осуждать и не искать виновных.
Знаете, человек приходит к президенту и говорит, дайте мне то-то, у меня там что-то сгорело. Он стонет, он жертва. Ему говорят, вот мы найдем сейчас, кто виновный, и посадим. И человек говорит, фу, слава богу, их там накажут и посадят. А могло бы быть так, вот у меня там не получилось что-то, или там большое спасибо вам, но я живу в маленькой квартире, а мы вам поможем, мы вас в этом поддержим и дадим вам новую, более хорошую квартиру. Видите, по-разному, как мировосприятие работает. Получается, один удовлетворен от того, что кого-то нашли и осудили, а другой удовлетворен. А так не бывает, потому что весь социум работает, к сожалению, неправильно. Я очень часто говорю эти слова, хочу их еще раз повторить. Очень важно сосредоточиться на том, что вы не жертва. Правда. Не нужно стонать, не нужно плакать и не нужно создавать процессы, в которые вы жертва, даже если вы жертвой являетесь. Помните о заклеванном цыпленке, о закусанных собаках. Когда вы ведете бизнес, не общайтесь так со своими родителями. Не говорите о том, что вам плохо и о том, что там все очень плохо. Почему? Потому что вот, допустим, сын звонит маме, и он говорит, вот невестка ведет себя не так и так далее. Какую позицию будет занимать мама? Она будет занимать позицию, при котором будут заклевывать этого мальчика, который позвонил. То есть она будет говорить, невестка плохая, она сволочь, не слушай, возьми ее в руки, она как настоящая баба, лучше бы ей там шалбан дал, накажи ее и так далее. После этого его начинает колотить, и его невестка начинает заклевывать. И получается, от того, что он пожаловался, и мама будет клевать, и невестка. Кому он в итоге сделал лучше, вообще непонятно, да? То есть люди живут в этом социуме, не понимая сами принципы. А ведь я же искреннюю и чистую правду говорю. Ведь хорошо же говорю на самом деле. Извините, может не по теме, но приобрела шум из гармонизации судьбы, обретения защиты. Когда лучше слушать этот шум и по сколько минут? Ирина, парфюмерия, зимовники. Я хочу вам дать совет. Слушайте внимательно этот вебинар, который я сейчас даю. В самом начале я рассказал о том, как построить самую невероятную и самую сильную защиту. И вам никакой защиты больше не нужно будет, даже никаких шумов. Вот она, вы просто услышать не хотите, понимаете? Я говорю о том, что самая лучшая защита, это когда появляются плохие мысли, посылайте их матом. Вы представляете? К другому человеку. А вы делаете так. Найдя плохого человека, вы его посылаете матом. Неправильно. Найдя плохого человека, который вас раздражает, найдите это раздражение и его пошлите матом, а не этого человека. А этот человек в итоге, он хороший. Почему? Перед Богом все равны, все хорошие. Это только качество человека, а не вредные, понимаете? Естественно, когда нужно с чем-то сражаться, не нужно сражаться, нужно договариваться, потому что любая борьба, она порождает всегда врагов, понимаете? А вы о шумах и... Вот представляете, нас 11 или 12 тысяч человек. Сейчас каждый начнет спрашивать о шумах. К чему это приведет? У нас получится РТЕ. Давайте будем чуть-чуть по-другому вести это. Как побороть в себе желание давать советы, договориться с собой? У каждого человека есть определенный рост. Я с этого начал тему. Почему, не нужно повторять, да, чтобы вспомнить. Давайте все-таки повторю. В самом начале я начал говорить о том, что умные люди, у которых есть образование, они не слушают советов других людей. И это связано с тем, что есть даже пословица такая, которая говорит о том, что умный учится на своих ошибках. Таким образом, если человек умный, то он слушать никого не будет, потому что он будет ожидать момента, когда его жизнь будет сама воспитывать. Таким образом, сама жизнь для умного человека является самым наивысшим элементом воспитания. Но когда человек другому человеку хочет дать совет, то человек должен задать себе вопрос. Этот вопрос звучит так. Он выходит из концепции осознанности. Этот вопрос звучит так. Зачем вы даете этот совет? Что вы хотите, чтобы сделал человек, используя ваш совет? Вы думаете, что этот человек... Что вы получите от того, что вы дадите? Не обидится ли человек и так далее? Я для себя создал такую концепцию. Я ей очень часто, даже не соответствую, ее приемлю. Я не даю советов.
Вы представляете, для меня это не имеет значения. Почему? Я считаю, что жизнь концептуальна, жизнь это один механизм, математический механизм. И когда человек однозначно, рано или поздно, вступит в нужную ему систему, эта система обязательно его научит. Это связано, может быть, с деньгами или связано еще с чем-то. Почему же я создал тогда целую систему философских вот этих воззрений, и почему я ее пытаюсь продвигать или так далее? Ведь это же тоже обучение других людей. Концепция первой ступени. Я обычно говорю на первой ступени. Нужно обучать за деньги. Поэтому, если вы за деньги обучаете, то тогда можно это делать. А если вы без денег обучаете, тогда нельзя это делать. Поэтому, если вы хотите кому-то помогать и делаете это без денег, нельзя. Если за деньги, можно. А если за деньги, и вы используете методы, которые или обучаете и используете методы нашей школы Кайлас, то тогда вы, получается, своровали эти методы и используете ворованные методы. Вы представляете? А чего нельзя делать? Использовать ворованные деньги, использовать ворованные методы. Почему? Я сегодня не взял, а хотел показать. У меня на все курсы, которые я когда-либо проводил от 1 до 7 ступени, а также все курсы, которые были записаны у меня, это любые вот эти мои магии и так далее, на все взял патенты. То есть я это все запатентировал. Теперь это все исключительно мое. Теперь, когда человек будет говорить, это взято из школы Кайлас, это сделал Андрей Дуйко, или это вот из семинара такого-то, такого-то, он может быть в дальнейшем очень сильно наказан государством и эзотерикой. Эзотерикой сильнее. Здравствуйте, Андрей Андреевич, можно войти в круг? Конечно. В руки попала сила. Можно ли в руке пропала сила. Можно ли вернуть? Спасибо. Что с вами? Что с вами происходит? Можете закрыть окошко? Очень холодно. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Очень страшно жить без любимого. Муж погиб трагически, 6 лет. Думала, он единственный до конца моей жизни. Вас увидела год назад. Чух легче, тяжело. Как пролететь? В тот момент, когда человек сталкивается вот с такой проблемой, он должен знать, что есть 3 элемента, которому нужно соответствовать. Первый элемент – не быть страдальцей. То есть не страдать. Что делать? Отвлекаться, стараться что угодно делать, но точно не страдать. Второе. Не быть жертвой обстоятельств. Потому что любое обстоятельство – это прежде всего урок жизни, а этот урок вас воспитал быть самостоятельным одним, пути Господни неисповедимы и так далее. И третье. Обязательно вкладывайте время в свою красоту. А это еще что такое? Вы представляете, в случае, если, вот смотрите, кого любят мужчины? Мужчины любят женщин, которые вкладывают либо деньги, либо время. А что такое время? Вот смотрите, я пошел на работу, отработал на протяжении дня 6 часов. Пошел домой, и так каждый день, кроме субботы и воскресенья. За ту работу, которую я сделал, я получил там $200. Тогда можно ли сказать, что время мое, потраченное на работе, эквивалентно $200, которые я в итоге получил? Тогда можно ли сказать, что это часть жизни, которую я просто поменял на сумму в эквиваленте $200? Можно сказать? Тогда скажите, когда женщина вкладывает в свою красоту время, это может быть то же самое, что деньги? Вы представляете, это может, и это и есть то же самое, что деньги. Поэтому, когда женщина говорит, для того, чтобы быть красивой, мне нужны деньги, но для того, чтобы деньги заработать, мне нужно много работать, но у меня этого времени нет, потому что есть дети, есть обязательства, есть еще что-то. Тогда что ей нужно делать? Не нужно работать на кого-то, чтобы зарабатывать деньги. Можно работать на себя персонально, напрямую отдавая часть своей жизни, вкладывая ее в свою красоту. А это еще как делается? Объясняю. Берете обыкновенную расческу и засекаете время, и 1 час расчесываете волосы. Почему? Они же не будут красивыми, нет.
Они будут кому-то нравиться? Да, вы представляете, они будут нравиться. Почему? Потому что если вы 1 час своей жизни или 2 часа потратили на работу, то если бы вы каждый день, вот вы на работе 6 часов отработали, а потом еще и 6 часов дома там массажировали себя маслами, расчесывали бы себя чем-то и тратили бы время персонально на себя. Они втыкали бы в сериал, ну извините за слово втыкали, они без конца бы смотрели сериал, и они без конца бы там чем-то занимались, тогда вы напрямую, не зарабатывая, не тратя деньги на себя, вы бы напрямую тратили эту часть жизни на себя. Все, как понравится женщинам, вкладывай либо время, либо деньги. А если денег нет, но время-то есть. И женщины обычно говорят, у меня нет денег на себя тратить, но время. И времени нет, нет никакого шанса. Все, никакого шанса. Если у тебя нет ни времени, если у вас нет, извините за тыканье, если у вас нет ни времени, ни денег, то нет и шанса. Все. Нет времени, нет денег, нет шанса. А вообще интересная тема. Вам понравилось то, что я сказал? Ой, спасибо. В руке пропала сила, можно ли вернуть? Нужно сделать МРТ коры головного мозга. Давайте договоримся. Не сбивайте меня с темы, мне очень сложно потом настраиваться. Дело в том, что я, скорее всего, в дальнейшем, если у нас будут вот дальнейшие юзанья, я могу обидеться, собственно, чего я не умею делать, на тех людей, которые являются участниками общественной организации. И в дальнейшем просто могу сделать так, чтобы общественная организация и доступ к ней был и стоил дорого. То есть, понимаете, это может быть дорого. Почему? Это уберет возможность людей юзать. Понимаете? Это просто уберет. Естественно, мы тайное общество. Мы должны понимать, что такое вообще жизнь. То есть мы должны получить эксплуатацию и понимание того, как вот нам можно в этой жизни справиться. Что такое вот социум. То есть, по идее, вот когда я провожу эти семинары, я должен быть настроен на тайные эзотерические системы, которые управляют этим социумом, для того, чтобы людям раскрыть секреты и дать понимание. Вот как понимание, которое возникает у розенкрейцеров, которые проходят посвящение в розенкрейцеры. Они знают какие-то моменты, которые связаны с социумом. Вот теперь и вы, как участники тайного сообщества нашего вот такого информационного клуба РТЕ, вы начинаете по чуть-чуть понимать, как устроен социум. А ведь очень приятно быть мудрым человеком. Очень приятно понимать, как этот мир устроен. Это как яснознание. Получается, ты это знаешь, это хоть используешь, хоть нет, но это все равно является частью тебя. Даже один раз когда-то услышите, что не нужно никого обучать, и в дальнейшем не наломаете целые кучи дров. Или там не надо стонать. Почему? Вы все остальное, возможно, даже забудете. То есть вы не будете помнить, что там, если там не будете помнить там цыпленка, не будете помнить там собак, которые кусают друг друга, то, о чем я говорил ранее. А у вас будет только воспоминание, что вот не следует стонать и не следует быть жертвой. Не следует быть человеком, который постоянно страдает. Вот на ровном месте не совершите ошибку. Все остальное, и это будут вашими идеями. Но они будут основаны, и они появятся в тот момент, когда вы походите вот на такие курсы. А ведь хорошие курсы, еще практически бесплатные. Вообще жизнь очень проста. Вот можно мне, конечно, уличить, сказать, что нет, не проста, нет, это вообще очень проста. Если знать 4 элемента жизни. Если человек знает 4 элемента жизни и знает, что управляет жизнью, он будет и богатым, и здоровым, и счастливым, и умным. Ну вообще, ну вот все в его жизни будет хорошо. Какие это основные концепции или какие это критерии? Это учиться или заниматься самообразованием. Пункт номер 1. Второе. Если ты умеешь, знаете, каждый человек умеет все делать. Юра, как дальше? До того момента... Каждый человек умеет все делать до того момента, пока не начинает это делать. Понимаете? То есть
Итак, из первого второй выходит? Конечно, выходит. Тогда получается учиться, второе, предпринимать. Поэтому если ты учишься, предпринимай. А если ты не предпринимаешь, то учись. Какая моя судьба? И вот как я шел к тому, чтобы быть материально независимым человеком? Мне можно не поверить, я достаточно успешный человек. Тем не менее, я могу сказать, что по сей день, каждый день практически, я нахожу хотя бы 1 час для того, чтобы почитать и для того, чтобы хоть чему-то обучаться. Но я могу сказать, что это недостаточный пункт. Если человек только учит и предпринимает, то он 100% свихнется. И почему? Потому что он не сможет отдыхать. Почему? Потому что нужно уметь еще отдыхать. А отдыхать нужно ради кого-то. А что такое отдыхать ради кого-то? Нужно отдыхать ради любимых. И здесь очень важен 3-й пункт. Человеку необходим кто-то, кого он хочет любить. Или кому-то, кому он хочет быть нужным человеком. Это могут быть родители, семья и даже социум. Вы представляете, даже социум. Поэтому учиться-предпринимать-любить – это важно. И этого недостаточно. И какой же будет последний пункт? В последнем пункте, если человек будет только учиться, будет предпринимать и работать, и будет жить ради семьи, то у него все равно рано или поздно все поломается. Почему? Потому что есть очень хорошая книга, она называется «Горе от ума». У всех балы, у всех хорошее настроение, но у всех депрессия. Почему? Потому что если у человека есть возможность обучаться, если есть возможность предпринимать, если есть даже ради кого предпринимать, но нет наслаждения жизнью, то эта концепция вся обламывается. Она рано или поздно разрушится. Здесь важен элемент наслаждения. Поэтому 4-й элемент управления нашей жизнью, он звучит так. Итак, 1-й. Учиться, предпринимать, любить и наслаждаться. Можно условно назвать ОП-ЛН. Вот если бы люди, вот давайте рассмотрим с этой позиции просто людей. Человек говорит, у меня не получается предпринимать, тогда нужно рассматривать это в схеме. У тебя не получается предпринимать, потому что ты никого не любишь. Или у тебя не получается предпринимать, потому что ты не хочешь учиться. Отлично. Вы видите, сработало. Человек говорит, у меня не получается наслаждаться. Рассматриваем это в схеме. У меня не получается наслаждаться, потому что я никого не люблю. И у меня не получается наслаждаться, потому что для того, чтобы наслаждаться, нужно научиться тому, как это делать. Тоже получается, все сошлось. Или человек говорит, я не хочу учиться. Рассматриваем вопрос. Ты не хочешь учиться, потому что ты не знаешь, что нужно будет в дальнейшем предпринимать, и тебе необходимо будет. Или ты не хочешь учиться, потому что тебе не нравятся знания, и ты не наслаждаешься от того, что ты их обучаешь. Видите, все, система замкнута абсолютно. Она звучит так. Учись, предпринимай, люби, наслаждайся. Учись, предпринимай, люби, наслаждайся. Все, система замкнутый круг имеет. Это система абсолютно счастливой жизни. Конечно, можно ли из нее что-то вырвать? Вот посмотрите на это внимательно и скажите, что мешает человеку, допустим, вот смотрите, что мешает человеку учиться? Человеку мешает учиться отсутствие наслаждения. То есть он ни от чего не... Что такое наслаждение? Это получать от чего-то удовольствие. Тогда что нужно научить человека делать? Получать удовольствие, восхищаться, радоваться. Почему у человека не появляется предпринимать? Потому что ему мешают обычно страхи. А что мешает, как убираются страхи? Страхи убираются действием. То есть, когда тебе страшно, нужно абсолютно и обязательно это сделать. Как я говорил о карме в первой ступени. Я говорил, что карма – это страх. Карма – это страх, который передается от чего-то или перед чем-то. То есть, родители боялись предпринимать, вам передали боязнь предпринимательства, и теперь вы детей должны научить бояться предпринимать.
Самые страшные люди – это те, которые приходят ко мне, садятся и говорят: Андрей Андреевич, я умею хорошо заниматься производством, но мне страшно продавать. Все, карма. Я ему говорю: это и твоей маме или твоему дедушке было страшно, и прадедушке было страшно. Потом, кем они работали? Отец был токарем, дедушка был пахарем. Я знаю, у них одна и та же кармическая сущность была. Какая? Они боялись предпринимать или боялись продавать. Все, оно передалось, это карма. Тогда что нужно сделать? Ты будешь жить, как твои родственники, ты будешь жить всегда, как жили твои родители, до того момента, пока страх не преодолеешь. Найди свой страх, это элемент 100% изменящий твою судьбу. Тебе страшно, вот сделай то, что страшно, и будет не страшно. Поэтому, кто такие алкоголики? Это люди, которые живут по страхам своих родителей. Или через страхи своих родителей. Даже эту тему сейчас разгонять не буду. Скажите, вам понравилась концепция, которая называется «учиться, предпринимать, любить и наслаждаться»? Можно ли сказать, что у людей, у многих причем, которые живут в социуме, отсутствует такая концепция или такой концептуал? Видите, а он, оказывается, очень много объясняет. Конечно же, людям нравится учиться? Нет. У людей забрали возможность учиться, они хотят телевизор смотреть. Им нравится ржака, нравятся приколы, нравится сериал там какой-нибудь и так далее. Вместо учиться они стараются обучать. Но ведь здесь в этой концепции нет слова «обучай». А вот как обычно живут? Первая концепция «учиться» меняется на «обучай». Вторая – «предпринимать» на «используй». Третья – «любить» тоже на «используй». «Наслаждаться» – «критикуй». Получается, вся система в извращенном состоянии, она меняется абсолютно. После этого люди всех обучают, всех используют, и после этого от всего страдают. Все, всех обучай, всех критикуй, всех используй, от всего страдай. Тогда путь совершенно несчастливый получается. Вот вам и история наших социумов. При этом, когда ты начнешь еще жаловаться, а нам же говорили, что жаловаться это хорошо. Почему? Потому что маме можно, пожалуйста, она поддержит, там еще кто-то поддержит. Вы что, не знаете, что не поддерживают людей, которые жалуются? Не поддерживают. Социум не хочет этого делать. Социум только коллег поддерживает. Почему? Чтобы он еще помучился. Почему коллегам помогают? Вот смотрите, коллегам помогают, потому что почему здоровых готовы заплевать, закидать и покалечить? И почему калечному старается помогать? Объяснение этому вот такое. Когда человек здоровый, ему нужна поддержка, ему никто не подаст. Все заставляют или говорят ему: давай, иди вон, работай, там, сделай что-нибудь. А когда калечный, для которого одно из самых лучших, возможно, выходов в жизни должно быть смерть, допустим, да, ему наоборот начинают помогать, потому что говорят: ага, хочешь простым путем закончить, умереть? Нет, не дадим тебе, давай, мучайся и страдай, как мы, сволочь. Вот такая вот извращенная социальная, вот такое извращенное социальное понимание мира у людей. Вот оно извращенное социальное. Помогают только тем, кто уже хочет умереть. Им уже не хочется, они уже хотят, чтобы это все закончилось. Тогда есть возможность этому человеку помочь. Когда перед вами человек, которому хочется помочь, знайте, он либо скоро умрет, либо у этого человека очень плохо со здоровьем. Если этому человеку хочется в этот момент помогать, встаньте возле метро, начните просить деньги. Если вам начнут подавать, вы, скорее всего, чем-то тяжелым болеете. Просто сами об этом еще не знаете. Если никто подавать не будет вам, значит, вы здоровый человек, и социум вас еще не заклевывает. Понятно? Значит, вы не жертва. Если вы жертва, если вы всем стонете, то вам начнут подавать. Вот как это происходит. Когда заходите в метро и взять обыкновенного человека, ему сказать: давай начни просить там деньги какие-то, то человек сразу же начинает стонать, да? То есть он начинает попрошайничать, стонать. Обычно этим людям никто не помогает. Вы знаете, да, такие люди подходили к вам, смотришь, понимаешь, хочешь дать, а не хочется. Почему? У него в жизни все хорошо еще будет. То есть у него в жизни и жизнь выровняется, и в жизни все хорошо будет. А в случае, если человек очень умирает, и этого человека заставить ходить и просить, то он будет просто сидеть и ему накидают. Вот особенность получается.
Очень понравилась концепция УНЛП. Видите, слово «у» в России использовать нельзя. Можно только ПЛН, и все. У нас слово «учиться» может убираться, знаете, потому что это можно сравнить с Украиной. Украинские полулегальные националисты. Полулегальные националисты. Очень часто человеку необходимо знание семьи. В случае, если семьи нет, то тогда нужно переходить к состоянию социума. А если и социум не вдохновляет, и семьи нет, то тогда что может возбудить человека для того, чтобы он жил? Это желание славы. Я всегда об этом говорю, и я хочу это еще раз повторить. Когда человек не хочет не семьи уже, знаете, есть такие женщины, которые приезжают на морской курс, там 80 лет, и женщина говорит, семья есть, я уже семьи не хочу, внуков я уже не хочу, имущество я уже не хочу, социум я уже не хочу, там мне уже ничего не вдохновляет и так далее. Я вот ради чего или для чего жить, мне нужно какое-то вдохновение. Я обычно говорю, ищите славу, пусть вами восхищаются. Слава в этот момент может быть для человека очень важной даже не коммуникация, а очень важной системой, которая может его вдохновить, поднять и восхитить. Когда я говорю наслаждаться, то я это говорю еще и с концепции физического тела. Вот смотрите, физическое тело и первая чакра – это элемент наслаждения. Представляете, это элемент наслаждения. Наша первая чакра и наше физическое тело, оно очень плотно связано с наслаждением. В случае, если человек не наслаждается и не находит удовлетворения и наслаждения, никакое. То есть он удовольствие получает, но не наслаждается. Потому что для наслаждения важно не просто удовольствие, а еще и удовлетворение. То есть здесь нужно объяснить по концепции наслаждения. Наслаждение – это получение удовольствия и удовлетворение удовольствием. Вот если есть удовольствие и удовлетворение удовольствием, то тогда это наслаждение. И это наслаждение очень важно. Очень важно себе объяснить, когда играете с ребенком, что вы в конце получили удовольствие от этого и удовлетворение. То есть, если вы просто, я получу удовольствие смолой там поиграюсь, после этого нет. Когда это закончено, нужно сказать, я удовлетворен. Таким образом, когда есть удовольствие плюс удовлетворение, это равняется наслаждению. Вы представляете, этому нужно обучаться. Майя Ангелус, добрый вечер. Разрешите войти в круг, пожалуйста. Для человека, как же сейчас социум живет и вот в каком элементе вообще социум существует? В социуме почему-то очень важна сейчас концепция любви. Очень много людей говорит о том, что нужно любить, что там ради любви там, давать свою любовь, там, ради любви нужно жить и так далее. Нет. В случае, если человек любит и не предпринимает, то тогда его любить никто не будет. Что предпринимает? Что угодно. Любовь без действия, любовь отрицательная. То есть вот смотрите, когда я хочу что-то сделать для другого человека, вот смотрите, любовь без действия как работает. Я подхожу к ребенку, он лежит, и этот ребенок, ему нужно поменять памперс, его покормить, но я его просто люблю. Скажите, моя любовь для него играет значение, она важна? Также и в социуме, представляете, те люди, которые любят и не предпринимают ничего для такой любви, это люди, которые живут бессмысленно, у них ничего не получится. Поэтому в этой концепции обязательно слово «предпринимать». Так мужчины очень часто поступают. Вот они начинают любить, и после этого, как барышни, извиняюсь за критику, вздыхают и так далее, но ничего не предпринимают. А для любви очень важно, я вообще всегда говорю такие слова, любить это значит иметь желание и что-то предпринимать для другого человека. Или предпринимать по-другому можно назвать еще, действовать для другого человека и что-то делать для другого человека. Так ребенку не нужна любовь, ему гораздо важнее, кто его на руках будет носить и кто ему сиську даст.
Правильно? Вы согласны с этим? То есть здесь любовь без предпринимательства не важна. А вы знаете, что в тот момент, когда ты любишь человека, очень важно еще делать так, чтобы человек наслаждался тобой. А это невозможно в случае, если человек, который любит, ходит дома, как человек, которого поливают все время изнутри уксусом. Так и в нашем социуме, в котором мы живем. Даже если у вас есть любовь, и она находится в вашем сердце, то вас невозможно любить, если у вас на лице не написано наслаждение. То есть не закатанные глаза, удовольствие. Вот почему к людям хорошо относятся. Очень нравятся люди, которые получают удовольствие от жизни. Почему? Вы котов видели, которые играются с едой, там, катают какие-то клубочки, и хочется потом гладить. А вторые коты, это которые кусаются, везде какают мимо лотка. Почему? Вот их не хочется ни кормить, ни давать ничего. Почему? Они не страдают, они удовольствие получают, удовлетворены и наслаждаются. Таким образом, в случае, если вы живете в семье, и кто-то видит то, что вы удовольствие получаете и наслаждаетесь, то тогда ваша любовь, ваша концепция будет работать. Тогда это все между собой соединится. Поэтому образ абсолютно счастливой жизни, он так вот и состоит всего лишь из 4 пунктов. Учиться, а не обучать, предпринимать, а не бездействовать, любить и делать что-то для другого человека, наслаждаться, получать удовольствие и испытывать состояние удовлетворения от этого. Вот вам и вся концепция абсолютно счастливой жизни. Конечно же, весь мир живет не так. Конечно, весь мир живет не так. Конечно, в этот момент хочется сказать: Андрей Андреевич, а давайте построим новую страну, давайте. Давайте откроем, начнем там жить, мы эзотерики, ученики школы. Да, я согласен. Но мы там начнем жить точно так же, как в обыкновенном социуме. Вот точно так же. Не будет никаких изменений. Снова начнутся люди, которые придумают схемы. Снова начнутся или придут, или начнут появляться люди, которые придумают кому-то обучение задачи. Почему? Потому что вот духовный путь – это путь такой исключительно одного человека, знаете. Вот как собрать людей, у которых, как классифицировать и как собрать людей, у которых есть вот этот духовный путь. Вы знаете, я людей очень понимаю. Для меня люди не являются загадкой уже очень много лет. Мне очень понятны люди, очень понятно, что с ними происходит. Я могу сказать, что очень часто, вот в большинстве своем, очень часто люди, они просто сами не хотят жить счастливо. Они сами не хотят жить счастливо. Они даже не понимают, как это можно делать. Они считают, что их не обучают этому, понимаете? То есть не говорят, что нужно там предпринимать что-то по отношению к своей семье, не говорят, что нужно предпринимать что-то в отношении там обучения себя, не говорят о предпринимательстве вообще в априори, не говорят ни о радости, ни удовольствии, ни наслаждении, этого ничего нет. Естественно, может ли это получиться? Гипотетически, если начать уже сейчас, и мы будем жить с позиции обучаться и предпринимать, и думать, и любить, и что-то для кого-то делать, и наслаждаться жизнью, радоваться, коммуницировать с улыбкой, то это в дальнейшем может создать вот такое беспрецедентное, совершенно новое эзотерическое общество. Вы знаете, сегодня, общаясь с человеком, человек говорит: вот мне очень плохо, там, взял какое-то имущество, я не знаю, как с этим имуществом. Я говорю: ты от этого страдаешь? Страдаю. Ты не наслаждаешься? Нет. Это значит, ты не готов управлять этим имуществом. Почему? Получается, тебе либо не нравится это имущество, либо не нравится что-то в семье, либо у тебя есть проблемы, и ты не обучился тому, как нужно управлять или там, как предпринимать. Видите, все в одном круге получается. В круге всего лишь вот этих 4 идей. Вот и все. И вот я ему говорю: ты же не знаешь, что делать с этим имуществом. Он говорит: но здесь можно и дом построить, еще что-то сделать. Нет, потому что когда я, допустим, беру помещение под производство, то у меня задача одна: найти помещение и под производство там что-то сделать. А если бы у меня было так: то возьму вот я какое-нибудь помещение, и там когда-нибудь что-то будет у меня. Можно и сдавать, и под производство его использовать, и под прачечную. Все, я его не сдам ни под прачечную, ни под производство, ни под что. Почему? Ну, не создалась идея конкретики. Получается, вот конкретно для чего тебе это? Вот я сегодня думал, вот зачем ему это нужно. И я могу сказать: не зачем. Он говорит: ну я же уже там 40 тысяч заплатил. Зря.
Зря ты это сделал. А что нужно сделать? Если не отдадут, похоронить эту идею. Почему? Ты не умеешь этим заниматься. Ты никогда этим не занимался. Ты не был владельцем большого участка земли, большого количества помещений. Это не твое. Но это же можно было бы взять дешево. Можно было бы, но ты не знаешь, как это делать. Но там можно и дом построить и так далее. Ну так если у тебя нет денег все это выкупить, значит ты и дом не построишь. Тогда и не нужно тебе это. Так что терять это, ну да. Здравый смысл. Люда Рошин написала: если хочешь быть счастливым, будь им. Козьма Прутков. Знаете, очень удобно говорить лозунгами. Это так удобно, знаете, у тебя нет денег, работать нужно больше. Ну, кто может поспорить? Да, кто может поспорить? После этого можно ли оспорить? Да? Нет, знаете, лозунгами очень удобно. Очень... Хочешь быть счастливым, будь им. Да. А как? А здесь нужно понять, а есть ли вообще концепция быть счастливым? То есть, кто этот человек персонально, который вот абсолютно счастливый? Была ли сделана специальная работа, допустим, какая-нибудь там статистический опрос населения, который бы определил, что делает человека максимально счастливым при проживании его в его социуме? А ведь никто, говорят, будь счастливым человеком. Ну а что это вообще под собой подразумевает? Есть только гипотезы, потому что для одного человека счастливый – это тот, который живет в общежитии и дети здоровые, а для другого человека это несчастлив и живущий в своей недвижимости на Канарских островах полгода там где-нибудь вместо Испании во Франции, там в Провансе, собирая свои оливки, имея там 500 персональных слуг, и человек живет несчастливо. То есть после этого, когда человек говорит, не можешь быть счастливым, просто будь им. Если какая-нибудь, неизвестно для кого, какая концепция счастья может привести к счастью, и какие совпадения приведут к счастью, но есть одно слово, которое может привести к счастью и счастливых, и несчастливых. Эта концепция звучит так: доброта. Человек, проявляющий доброту, все равно будет в дальнейшем счастливым человеком. Это концепция доброты. Почему? Слово «доброта», от него происходит слово «добродетель». И от него происходит слово «добро». Вот смотрите, что лежит у меня здесь на столе. Добра тут много лежит разного, видите? Добра. На женщину большую смотрит и говорит: о, добрая, какая женщина, да? Понимаете? То есть можно ли сказать, что слово «доброта» – это слово, которое может привести человека в дальнейшем к счастью? Да, слово «доброта» равняется счастье, равняется добродетель, равняется много добра. Таким образом, разрабатывая или вырабатывая, вот здесь, наверное, слово, оно вот нужно переименовать это так. Если хочешь быть счастливым, тире, не будь им, как сказал Козьма Прутков, а нужно сказать, вырабатывай в себе состояние доброты. А состояние доброты, оно должно быть доброе по отношению к себе, доброе по отношению к другим и доброе по отношению к тем людям, которые живут рядом с тобой. А как же человек поймет, что добрый по отношению к тебе или недобрый? У меня такая была ситуация. Я очень долго работал в определенном министерстве. Очень долго, это 1,5 года где-то. И постоянно приходил и заходил в администрацию, и там все время была женщина, которая постоянно не здоровалась. То есть я к ней подходил, она давала вот так давала мне, бросала какую-то там бумажечку, брала мой паспорт, и после этого я, что бы у нее ни спрашивал, она не отвечала. И после этого точно так же забирала эту бумажку, там, выписывала что-то, отдавала мне. После этого я шел на охрану, и я ее не любил. Хотя мне что-то... Я старался с ней заговорить, найти какую-то коммуникацию, знаете. Я пытался понять, что это за человек, знаете. И очень долго у меня создавалось впечатление, будто она плохой человек. А потом меня пригласил министр, и мы вместе с ним общались там в ресторане. И он мне говорит, я говорю, он говорит, у нас так мы хорошо работаем, все такие вот счастливые, все очень добрые, хорошие.
Я говорю, ну у вас есть в министерстве один человек, который мне не нравится. Даже не один там, а вот вы еще. Ну это шутку такую. А он говорит, ты кто же это? Я говорю, ну вот там внизу есть женщина, которая иногда попадается, она выписывает документы, она просто мегера. Он мне сказал, нет, ты просто ничего о ней не знаешь. Я говорю, а что же я должен знать о ней? А он мне сказал, она глухонемая. То есть в тот момент, когда она мне не улыбалась, ничего не выписывала, не разговаривала и не поднимала глаза, она была просто глухонемой, вы представляете? И она не коммуницировала с миром, потому что она просто не умела это делать, потому что она престарелый человек, скорее всего, оглохший там, на фоне, там, может быть, заболевания или даже тяжелой жизни. Таким образом, было ли мое отношение к этому человеку справедливым или несправедливым? Ну так, очень часто то, что мы видим, получается, не совпадает с настоящим. Поэтому, когда у человека надутое лицо, или оно кислое, или уксусное, это не значит, что он недобрый. Возможно, он просто глухонемой. Или же, а все-таки я должен вам сказать, в семье добродетель, она должна быть. И эта добродетель проявляется в виде улыбки. Почему я это говорю? Дети, рождаясь, включают добродетель. И первое, что делают дети, они не стараются хватать руками. А ведь это было бы умнее, потому что у кошек есть врожденный рефлекс. И когда котенок начинает там только видеть, он сразу же начинает хвататься лапками и хвататься зубками. Это рефлексы у него. У собачек такое есть, у кошечек, у птичек наверняка какие-то рефлексы. Вы представляете, какая наша природа умная? Природа-мать. Она настолько умна была, что она создала рефлекс в ребенке, который, прежде чем он начнет тянуться руками и что-то делать, он начал улыбаться. А это говорит о чем? Это говорит о том, что человек улыбающийся, человек добрый стремится к добродетели. Человек добродетельный обретет много добра. Добро превалирует, потому что добро это и есть деньги. Дом это добро, имущество это добро, правильно? Тогда основа добра и основа доброты, или начальная стадия доброты, это коммуницирование в виде улыбки. Поэтому можно провести вот даже такую идею. Если вы хотите быть богатыми, то вы должны научиться всему миру всегда. Приезжайте в Америку и видите это на самом деле везде. Почему? Американцев, воспитывая с самого детства, говорят о том, что человек должен выражать улыбку, потому что это основа коммуникации. Любишь, не любишь, нужно, не нужно, улыбайся. Почему? Аналогию провел. Скажите, все доходчиво и понятно, а ведь это очень справедливо и очень, очень понятно. Вот если у ребенка одна из самых... Вот смотрите, у меня была такая ситуация в моей жизни. Занимаясь торговлей ювелирными украшениями, у меня был офис. И в этом офисе работала женщина, грубо ее назову Юлей. Аней, если. Грубо назову ее Аней. И в тот момент, когда я работал, то количество людей, которые покупали, было много. А потом начало уменьшаться. И я со временем начал встречаться с людьми, которые раньше работали со мной, и встречаться с ними на выставке. И я говорю на выставке, а скажите мне, пожалуйста, а Почему так получилось, что вы раньше обращались ко мне и покупали у меня товар и перестали? И мне говорят, вы знаете, Андрей Андреевич, мы к вам не ездим из-за того, что у вас работает администратор Аня. Я говорю, почему? Потому что, когда приходишь, она всегда так плохо относится, то есть она фыркает, кривится, такое ощущение, как будто мы враги ей. И говорит, вот только из-за нее, я говорю, так вы ее проходили за 1 минуту, а дальше были люди, которые вам там продавали товар, предлагали и так далее. И он говорит, зачем? У нас куча было людей, у которых можно было брать, а к вам приезжать ради того, чтобы с Аней вашей пообщаться, не было никакого желания. Так Аня работала, я извиняюсь, на $100 в месяц, и Аня смогла разрушить бизнес, в который я вложил много сот тысяч долларов. Получается, один человек, который не умел коммуницировать, реально поломала бизнес человеку, который
должен был потом всему миру. Представляете? Отсутствие коммуникации. Человек думает, я там умный, я покажусь еще какой-то. На самом деле эта коммуникация может все поломать. Возьмите скривленного человека себе в офис, возьмите скривленного, не умеющего коммуницировать с миром человека в магазин и можете его закрывать потом. Я сегодня, проходя мимо, сегодня даже находясь в ресторане, понял, что ресторан не вытягивает коммуникации. Представляете? Особенность коммуникации – это важная черта. Доказательство. Ребенок с самого детства обучен коммуницировать, и эта коммуникация – это улыбка. А улыбка – это проявление доброты. Доброта – это проявление добродетели. Добродетель приводит человеку к увеличению добра. Добро – это материальное благополучие. Понятно? Вот вам и улыбки. Получается, ты не улыбаешься, денег не будет. Все удобно. Получается, если все вычленить и убрать, все получается само по себе. После этого у меня ничего не получается. Почему? Потому что раньше ты улыбался, себе улыбался, близким улыбался, утром, вечером, знакомым улыбался, чужим людям. А потом ты перестал улыбаться, потому что начал раздражать там дочка, брат, там знакомые, родственники, еще кто-то. И люди раньше к тебе ходили, и знаете, никто даже не может провести аналогию. Они ходили для того, чтобы увидеть улыбку. А ведь мы часто ходим специально в магазин или еще куда-то, чтобы увидеть чью-то улыбку. Вы представляете? Вы представляете, это мир так устроен, оказывается. И после этого неуспешные люди. Неуспешные люди угрюмые. Посмотрите, бабушки, они сидят там перед своими подъездами. Или пойдите, допустим, в гастроэнтерологию какую-нибудь. Придите в областную гастроэнтерологию. Соня, не клацай, я тебя прошу. Придите в гастроэнтерологию какую-нибудь, и в этой гастроэнтерологии какой-нибудь посмотрите на людей, которые там находятся. Вот эти люди, которые находятся в гастроэнтерологии, они все угрюмые поголовно. Никто не улыбается, врачи не улыбаются, у всех, вот они в последний путь уже готовы идти. Я понимаю, там болит, но оно болит не настолько, чтобы вот умирать прямо перед кабинетом гастроэнтеролога. Андрей Андреевич, здравствуйте. А можно читать мантры, заклинания, коды и слушать шумы в одной комнате с грудным ребенком? Можно, да. У меня небольшой бизнес, учусь у вас, но иногда возникает мысль перейти в другое место. Нужно или оставаться на месте? Да, переходите. Ко мне привыкли мои бабушки, у нас военный городок. Как они без меня? Бизнес нужно делать и ставить на первое место возможность зарабатывать деньги. Поэтому в случае, если в бизнесе исключать возможность зарабатывать деньги отсутствует, то тогда этот бизнес бизнесом назвать нельзя. В любом бизнесе должен проявляться рост. Любой правильный бизнес – это не статическое зарабатывание денег. Бизнес – это снежный ком. До того момента, пока снежный ком катится, количество снега на нем увеличивается, понимаете? Поэтому, если есть тенденция, это тенденция бесконечного зарабатывания денег, и это увеличивается тенденция, значит, вы занимаетесь правильным бизнесом. Если застой сплошной и не увеличивается, значит, вы занимаетесь не своим делом, не своим бизнесом. А уже точно, куда же денутся мои бабушки, послушайте, и бабушки, и дедушки, это все меркнет перед тем, сколько вы должны потратить деньги на свою семью, обучение своих детей и на свою жизнь. Понимаете? На это точно не стоит обращать внимание. У меня когда-то была такая ситуация. Один мужчина обратился ко мне и говорит: я получил очень крупное наследство, Андрей Андреевич. Мое крупное наследство от дедушки осталось. Дедушка был владельцем сети банков. Очень престижных украинских. Я оставил в наследство очень огромную сумму денег. Он говорит: Андрей Андреевич, вот на что мне потратить деньги? Я ему тогда сказал: послушай, его условно назову Борей. Послушай, Боря, ни на что не трать деньги. Пусть они у тебя, эти деньги, просто хранятся, а ты периодически бери, сколько тебе нужно, и живи. И живи. После этого проходит время, прошло там 7 или 8 лет, может быть, чуть-чуть больше даже. Я с ним встретился, и он мне говорит: Андрей Андреевич, у меня там столько всего было. Я говорю: что всего? Он говорит: у меня было так. Я решил, что на земле очень много мусора. И я решил спасти страну и решил построить там мусоросборный перерабатывающий завод. И
там решил делать бензин из рапса. И там купил огромное предприятие, вложил там 2 миллиона или 3 миллиона долларов США. В эту мусорку вложил еще 2 миллиона долларов США. И не зарабатываю на этом деньги. Но ведь у меня же была цель, я хотел мир сделать чище и мир сделать лучше. Дурацкая у тебя была цель. Почему? Потому что деньги делают для того, чтобы деньги сделать еще больше. А спасать кого-то, то это не делать деньги. Или делать мир краше или чище, это не делать деньги. Я прихожу на работу и объясняю себе, что я зарабатываю деньги на том, что я буду там продавать препараты или буду еще что-то делать. То есть я зарабатываю на этом деньги. Понимаете? Это одна из особенностей, без которого все, это тенденция и особенность, без которой все обязательно провалится. То есть если бы я не имел этих объяснений себе, тогда бы у меня ничего не получалось. То 100% я был бы прогорел однозначно когда-нибудь. Богатые люди улыбаются всегда. Да, вы представляете, богатые люди улыбаются всегда. Поэтому, если хочешь быть богатым, учись по чуть-чуть улыбаться. Но так не хочется, как будто какая-то спиралька в середине сдерживает вечно. Не хочется обнять кого-то, не хочется улыбаться, не хочется что-то для кого-то делать. Вообще появляется вечная усталость от всего. Почему? Нет наслаждения, получается, нет удивления, нет радости. Это замкнутый круг. Есть такая музыка, называется «Болеро». И есть мультик такой, там дракончик ходит, Навуходоносор, вокруг столба, и он все время кусает себя за хвост, все время кусает себя за хвост. Так и люди, мы никуда не двигаемся, мы все время ходим по кругу, без конца ходим по кругу. Нам хочется быть богатыми, но мы не хотим быть добрыми, но мы хотим быть там еще какими-то, но и после этого, мы добрые, но мы все равно не... И вот это бесконечная ходьба по кругу, бесконечная ходьба по кругу. А я добрый человек, уже все 56 лет, но почему-то добра не нажила. Почему? Могу ответить. Дело в том, что в этой концепции есть еще дополнительные звенья. Быть добрым недостаточно. Нужно обучаться, нужно предпринимать, любить, наслаждаться и быть добрым. Между вот этих всех, учиться, улыбаться, быть добрым, предпринимать, улыбаться, быть добрым, любить, улыбаться, быть добрым, наслаждаться, улыбаться, быть добрым, учиться. Понимаете? То есть между ними это быть добрым. То есть этого недостаточно. А еще концепция быть добрым странная. Объясню почему. Ее тоже нужно рассматривать особым образом. Быть добрым – это значит быть тем человеком, который добр еще к себе. И только после этого добр еще к тем людям, которые... А быть добрым – это значит не воспитывать, не критиковать, не обсасывать, не обсуждать, не замыливать, не тыкать в глаза. Быть честным – это значит быть добрым. Быть нехитрым – это значит быть добрым, знаете. А быть добрым, когда там схитрить, и быть добрым, когда быть нечестным, знаете, так это не быть добрым. Получается, концепция доброты, схитрить – это значит по доброте душевно сделать или нет? Но это получается схитрить, значит обидеть человека, правильно? То есть хамылем вымутить у человека, создать схему какую-то, это же проявление недоброты в итоге. То есть здесь же говорится о концепции искренней доброты. Критиковать человека, обсуждать, знаете, нелегко. Получается, вся жизнь с позиции философских доктрин, она не так... Быть добрым – это не так просто. Быть добрым – это значит еще и быть честным. Быть добрым – это еще и значит быть нехитрым, представляете? А это уже очень сложно. Быть добрым – это значит не плюнуть, быть добрым – это значит не тыкнуть, быть добрым – это промолчать,
Быть добрым – это значит не сдерживаться, а даже не обращать внимания, не обижаться – это быть добрым. Утром не встать на работу, а пролежать и не обращать ни на кого внимания – это быть добрым к себе, знаете. Там очень много есть таких моментов. Но здесь и не схитрить, потому что остальные-то придут на работу, а вы схитрили, все, получается, концепция доброты тоже разрушается. Поэтому я говорю, что она очень такая дуальная, можно сказать, эта концепция. И здесь концепция доброты, она из всего. Даже учиться легче, чем быть добрым. Предпринимать легче. Я не верю, что вот вы написали «я добрый», у меня не получилось заработать деньги. Я уверен, что человек добрый всегда зарабатывает деньги. Я серьезно вам говорю. Это не обижайтесь. Просто у каждого своя концепция доброты. В моем понимании быть добрым – это значит не украсть. Это значит не схитрить, это значит договориться, это значит за спиной не говорить какие-то гадости. Добрым это значит, знаете, Иисусу Христу в свое время нужно было сказать только 2 слова. Ему нужно было сказать: люди, вот 3 смертных греха. Будьте добрыми, а не будьте злыми, потому что злость это приводит к смертным грехам. Почему? Человек недобрый был, из-за этого он начал хитрить. А вот смотрите, если бы он добрым был, он бы когда-нибудь своровал, а ведь ты забрал у кого-то, и не забрал бы, если бы был добрым. Или убил бы кого-то. Ну как же можно убить? Потому что для того, чтобы убить, нужно быть злым. Тогда одна из концепций – не укради. Почему? Потому что нужно быть таким злым, чтобы украсть у человека. Потому что ты у его детей забрал своим детям. А это несправедливо. Где же доброта? Не убей. Это ж как надо ненавидеть, чтобы убить, вы представляете? Что там еще было? То есть вот все вот эти, там, не прелюбодействуй, не объедайся, знаете. Там объедаешься, это значит недобрый по отношению к себе, тебе же утром плохо, что ж такое недобрый объедаешься? Там не прелюбодействуй, это ты злой по отношению к близким, потому что они тебе доверяют и верят, что ты честный человек, а ты там где-то шляешься и так далее. То есть вот эти вот элементы, они все идут с концепции доброты и все. Вот единственная концепция – это доброта и увеличение ее как добродетельности. Даже Будда Гаутама когда-то сказал: люди, стремитесь к появлению добродетели. На самом деле это неправильный перевод был, потому что он сказал: люди, стремитесь к тому, чтобы быть добрыми людьми. Он говорил именно о доброте, вот именно о доброте. Не о добродетельности, а о доброте. Он говорил: люди, для того, чтобы стать высокодуховными существами и достичь состояния Авалокитешвар или там великих Будд или великих людей, становитесь добрыми людьми. Когда читаете, допустим, Кан или когда читаете там какие-нибудь доктрины философские там очень там великих духовных сподвижников или читаете дзен-буддийские притчи, то всегда начинаете понимать, что в итоге просветление было симптомом проявления длительного количества доброты. Почитайте Каны. Меня тоже настигло состояние просветления в свое время, потому что я понял, что всех привело к состоянию просветления. Их привело состояние доброты, которое они долго вырабатывали при помощи того, что они там делали. Вы представляете? Вот вам методика просветления. Хотите быть просветленным человеком, хотите, чтобы вас накрыли, станьте добрым человеком. Благодаря ритуалам, которые нам давали, мантрам философии школы, познакомилась с мужчиной, начали встречаться, предлагает выйти замуж. Но он иностранец, мне придется выехать за границу. Правильно ли это будет решение? Конечно. Разрешаю всем войти в круг. А если не касаться бизнеса и натягивать улыбку, если тебе не хочется улыбаться, это ведь не настоящая человека маска, настоящая. Вы это не делаете для себя, вы это делаете для людей. Когда человек улыбается всему миру, то он должен знать, что он это делает не для себя. Настоящим вы будете для себя сами, там, какие хотите. А натянутая улыбка – это дань уважения тому, что вы все-таки хорошо относитесь к этому миру, несмотря ни на что. Вы улыбаетесь ему, он начинает улыбаться вам. Очень часто люди пытаются напугать этот мир, там, на кого-то погавкать и так далее. Вы гавкаете на улице, знаете, этот мир обязательно погавкает в вашу сторону. Придет только время. Не нужно быть агрессивными в миру. Даже не нужно быть агрессивным ни с чем. Почему? Бейте корову, у вас найдется кто-нибудь, кто потом побьет. Знаете, это жизнь такая.
Андрей Андреевич, если во время прослушивания мантры Манипхадры человек заснет, мантра в это время работает во благо или нет? Когда человек засыпает при прослушивании мантры Манипхадра, то эта мантра разрушает возможность этому человеку быть богатым человеком. Именно поэтому я всегда говорю, что то, что работает с вами с открытыми глазами, не работает правильно, когда глаза закрываются. Если вы начинаете слушать шум для обретения материального благополучия и спите, то вы тратите и разрушаете свое материальное благополучие. Делать этого ни в коем случае нельзя. Именно поэтому я часто советую, слушайте в здравом рассудке с открытыми глазами. Понятно? Дальше. В алкогольном опьянении не слушайте шумы. Дело в том, что если в алкогольном опьянении человек слушает шумы для поднятия психической энергии, то на следующий день, когда он протрезвеет, у него будет невероятное падение психической энергии. Нужно слушать Рамштайна в это время и страдать, или какие-нибудь песни, или смотреть фильмы ужасов. Тогда в этом состоянии вы себя будете угнетать, и на следующий день, когда вам будет плохо, у вас тона поднимутся. И вам будет лучше. Но я считаю, что это произойдет в ущерб деятельности всего организма, потому что за счет алкоголизма происходит разрушение многих систем. Это точно. Ученик второй ступени. Вроде все понимаю, стараюсь быть добрым, не критиковать, не обсуждать жизнь с позиции Адвайты. Но все равно приходится бороться с самим собой. Бывает, начинаю критиковать, обсуждать и прочее. Начинаю снова все с первой ступени. Это то, что я говорил в самом начале. Это все, что я говорил в самом начале. В тот момент, когда у вас появляются плохие мысли к кому-либо, не посылайте того человека кого-либо, а пошлите те мысли, которые у вас появляются. Они виноваты, а не человек. Это ментал, получается, понимаете? Это чужой ментал, он вам не нужен. Вам не надо посылать человека, пошлите мысли, которые хотят послать этого человека. Вот что нужно посылать в этот момент. А так вообще вы просто этого не знали, а я не говорил. Вот, знаете, мне очень нравится, наверное, нужно себя похвалить сейчас. Я себя, конечно же, похвалю. Я себя похвалю вот в чем. У вас есть великолепный путь. Это путь быть учениками школы Кайлас. Почему? Потому что постоянно понимаешь себя и постоянно понимаешь мир все глубже и глубже. И он начинает быть в совершенно разных проекциях. Очень много ответов получаешь. Естественно, когда человек получает большое количество ответов, у него появляются новые идеи, то изменяется в итоге сам человек. Вы знаете, это большое счастье человеку вообще найти такого учителя, наверное, как я. Потому что всегда можно открывать что-то новое. Ведь мир, он прекрасный из-за миллиона вот этих граней, которыми этот мир светится. Понимаете? Вот есть миллион этих граней. Естественно, сегодня я сказал вам о том, что ментальные сети – это то, что не человека нужно посылать, а вот эти чувства ваши, которые заставляют послать этого человека. И эти чувства вы начнете, скорее всего, посылать прямо матом, ругаться и так далее. Но я хочу вам сказать, что это непросто. Когда вы начнете это делать, то эти чувства станут вашим врагом. И эти ментальные сети захотят вас все равно схватить. И в этот момент не стоит заканчивать практику в моменте начала. Нужно дождаться и стать победителем. Представляете? Нужно дождаться и стать победителем со временем. То есть это нельзя делать 1-2 дня. Если вы выходите вот на такую дорогу и пытаетесь быть, я назову это таким, наверное, глобальным словом, воином света, потому что я не давал эти методы, потому что я считал, что люди не готовы быть воинами где-то, знаете. Почему воинами не готовы быть? Потому что я сегодня говорил, любая борьба порождает врагов. Но это касается в случае, если вы начинаете бороться с внешним миром. А вот с внутренним миром человек привык забирать немного энергии у других людей в виде ментальных сетей. Но если это от себя отбросить и посылать вот эти ментальные сети от себя, то это максимально работающая система вашей энергетической безопасности, навсегда работающая. Это вот что очищает вас от чужого ментала.
Не дай Бог быть моим врагом когда-нибудь вообще, кому-нибудь. Извиняюсь, что это говорю. Не дай Бог. Но у меня так работает ментальная энергия, я могу задушить человека. У него своих мыслей не будет. Он будет жить только при помощи моих мыслей и моих идей. Ему конец будет просто. Но дело в том, что вот если бы человек научился чувствовать это и смог бы послать, то я бы на него не смог воздействовать. Представляете? Но пока ни одного такого не находил. Вот вы представляете, это так работает этот мир. Была женщина когда-то, которой я сказал: хватит уже, ты очень сильно работаешь ментально, тебе не нужно это делать. Я представляю, что она там могла сделать. Я говорю: у тебя хорошее замужество было и так далее. Она говорит: да, но все мужчины от меня убежали, я у всех имущество позабирала, дети все на меня работают. Я говорю: конечно, с таким менталом ты можешь что хочешь делать. Почему человека не слышит Бог? Почему человека не слышит Бог? Божественная энергия – это энергия, которая управляет космосом. Хотите, скажу, какая температура там? Вот если летать между планетами, то там натуральный, безумный холод. Там космический холод, говорят. Вы знаете это, да? То есть там космический холод. Вот этой энергии, которая находится между планетами, то есть вот это бесконечное пространство холода, оно иногда прогревается лучами, иногда не прогревается лучами. В нем находятся планеты. Но вот этого космического холода, его очень много. Это плоть Бога. Это плоть Бога. Это холод, в котором находится огромное количество информации. Эта информация, она не замерзает. Она там была и до нашего рождения, и после наших всех перерождений и смерти, и останется после этого навсегда. То есть это цифры, там биты, байты, и это все там в виде цифр. Это система, которая управляет, и она там всегда система высокого, полностью сформированного логического разума, цифры. Человек же существо, которое теплое. У нас есть сердце. Когда вас сейчас разозлить, то что с вами произойдет? Вы вспотеете. Если вы начнете кричать, вы вспотеете. Если вы начнете переживать, вы вспотеете. У вас ноги замерзнут, начнут зубы стучать и так далее. Голова покроется потом, вы вспотеете. Можно ли сказать, что чувства человека заставляют его потеть? Может, да. Так вот, чувства подогревают сознание. Сознание в этот момент начинает дергаться и что-то хочет. Оно нагрето. А для того, чтобы божественная энергия почувствовала вас, оно должно быть холодным. И получается, ваши чувства, когда вы хотите что-то сделать, плохое или хорошее, они мешают вашему сознанию быть холодным. Таким образом, путь человека, у которого исполняются мечтания, и путь человека, у которого четко работает система жизни, или он умудряется стать очень знаменитым эзотериком, связано с тем, что он контролирует своим сознанием чувства, своим сознанием подавляет рефлексы своего тела и контролирует и вырабатывает у себя прямое, четкое понимание чувства, вернее, сознания без чувственности. Понимаете, а что я вам сегодня рассказываю? А ведь я вам сегодня и даю некоторые такие идеи, которые связаны с тем, чтобы контролировать свои чувства и не давать своему сознанию подогреваться вот такими чувствами. Вы представляете? И у меня не получается, я никак не могу исполнить желание. Вы знаете, если бы чувства могли исполнять желание, то тогда Порошенко уже бы был выкручен как фарш. То тогда бы любой президент любой страны уже был бы фаршем. Знаете, Гитлер бы во время своего правления был бы 500 раз фаршем, зная, какое количество вреда этот человек приносил. Но почему не происходило этого? Потому что люди не знали концепции, что для того, чтобы на кого-то повлиять, нужно не иметь чувств к этому человеку. Вы представляете? Не иметь. А после этого появляется ощущение, оно звучит. Вы можете не записывать, потому что эти чувства, если ты хочешь что-то сделать, и у тебя нет чувств, то тогда ты этого сделать не хочешь. Нет, я не запутал. А вы когда-нибудь посмотрите то, что я сказал вам во время этого вебинара. Просто чуть-чуть не услышали.
А это нужно вырабатывать у себя. Это путь наших 7 ступеней школы Кайлас. Представляете, путь наших 7 ступеней. И путь ступеней, в которых я объясняю, что такое жизнь через позицию тотемной энергии. Это совершенно не то, что, в чем живут люди. То есть там чувства мешают. Жизнь человека с чувствами, она хороша, потому что чувства, коммуникация, радость, это все вдохновляет. Но у людей, которые хотят, чтобы у них что-то было в жизни, чувства в итоге мешают. Здесь холодный рассудок, он гораздо важнее. И когда у вас есть желание, допустим, я влюблена, я к нему лечу, то нужно включить разум и сказать, что мне это даст, мой переезд, могу ли я быть там счастливой, на что я буду жить. В этом случае, если разум побеждает, можно ехать. Тогда чувства только улучшат общее состояние. Представляете? А чувства, они создадут бульканье в голове и создают ошибки. Получается, где есть много чувств, там разум отсутствует. Вот вам и конец. Получается, холодные чувства – это то, что очень сильно изменяет человеческую жизнь. Конечно, никогда в жизни у человека не исполняется ни одна мечта. Человек не может управлять миром и включать у себя возможность там, даже построения правильного, построения программ до того момента, пока он, хорошо, хотя бы успокоится. А если человека колотит, он кого-то ненавидит, ничего вы не сделаете этому человеку в жизни. Почему? Ничего, никак не выйдет. Это только будет заставлять этого человека в семье ругаться, и все. Как бы вы ни хотели, чтобы этот человек покрутило его, убился там, если чувство есть, сознание подогревает ментал, этот ментал передается этому человеку, максимально, что с ним будет происходить, этот человек будет просто ругаться дома и все. И все, ничего не будет происходить. Хоть там вывернитесь на части. После этого люди говорят, там, знаете, какое большое количество людей, вот, я же эзотерикой давно занимаюсь, и там есть даже письма, я такие письма красивые получаю, сейчас даже постараюсь зачитать вам. У меня недавно было, я такие письма получаю периодически, там колдуны такие-то, такие-то, мы тебя сотрем и так далее. Я говорю, да послушайте, отстаньте от меня. Хотите, делайте детей, мы с твоими детьми, говорю, отстаньте. Главное, жене не говорите, а там... Я все сам сделаю и так далее. Почему? Потому что вы мне безразличны. До того момента, пока вы мне безразличны, я имею сумасшедшую силу по отношению к вам. Сумасшедшую. То есть до того момента, пока вы мне безразличны совершенно, вы являетесь для меня тем человеком, с которым я смогу сделать все, что захочу. А будучи зеркалом в течение, на энергетическом плане, все, что вы в мою сторону будете в этот момент направлять, я этим буду вас и убивать. Вы понимаете? И на этом все заканчивается. Тогда холодный ум – это как меч, который в дальнейшем является зеркалом. Из холодного ума можно создать зеркало, и любые лучи любого солнца, они все равно будут отражены в сторону, откуда солнце летело. Согласны с этим? Здравое сознание, холодный ум. Я не говорю, что это нужно использовать повсеместно. Я говорю, что это необходимо знать людям, которые живут как эзотерики. У нас же тайное эзотерическое общество. Не могу найти ответ на свой вопрос. Можно ли заниматься цигун? Я так понимаю, что нет. Ведь практики дерева идет с закрытыми глазами. Или я ошибаюсь? Я противник занятий цигуном. Я считаю, что единственная практика, которая может помочь человеку быть счастливым из цигуна, это практика внутренней улыбки. Вот если ее делать, на этом можно заканчивать цигун, все остальное. Я почему решил это вам сказать? Дело в том, что я тоже занимался в свое время цигуном, джунюан цигуном и цигуном сиюминтана, цинайдзаном и так далее. Я понимаю, о чем я говорю просто, и могу сказать, что это ни к здоровью, ни к отсутствию болезней, ни к хорошему самочувствию не привели. Тем не менее, спустя время я могу даже сказать, что у меня есть люди, которые занимались профессионально по 5-6 лет цигуном, и это люди, которые посходили с ума. Есть мужчина с мамой, которые ездили в храм Шаолинь, к Сиюминтану. Он был поклонником, привозил сюда людей. Он находился в группе, и 2 человека из группы в 30 человек полностью сошло с ума. Сейчас он преподаватель в школе, у него диагноз шизофрения. Просто лечится периодически. И это не 1 и 2 человека, это много людей. Конечно, можно сказать, Андрей Андреевич, не нужно так о других людях. Ну пусть
пусть тогда, ну, можно мне сказать, допустим, Андрей Андреевич, но у нас же есть люди в школе, которые сходят с ума, допустим, практикуя нашу эзотерику. Да, конечно, и будет так всегда. Будут сходить с ума, будучи уже в самом начале сумасшедшими. То есть, если человек сумасшедший придет и начнет, сумасшедший человек придет и начнет заниматься моей эзотерикой, не лечась, то тогда она ухудшит его состояние. А если человек придет здоровый, то никогда в жизни он на фоне использования моей эзотерики с ума не сойдет. Так вот, я знаю на 100%, что тот человек, который начинал заниматься пассивом Минтана, он был абсолютно здоровым человеком. Это мама его утверждала, родная жена и так далее. После нескольких, а именно 6 лет занятий по этой системе, этот человек сошел с ума. Конечно же, я не противник разных направлений, особенно всего, что связано с эзотерикой, не противник, нет. Я просто противник того, что в дальнейшем может ухудшить состояние психическое и физическое. Допустим, я же отношусь к этому всему еще и как врач, понимаете? А мне иногда очень неприятно, что человек не понимает, что такое там человеческая психология, и не понимает, что там, если человек очень долго там что-то представляет, то это может развить у него состояние галлюцинации. Состояние галлюцинации развивается на фоне там трансов, самовнушений, там еще чего-то. Это может сдвинуть выделение нейромедиаторов коры головного мозга или по-другому гормонов мозга. Это может привести к тому, что у человека появляются синдромы, личностные расстройства, какие-то проблемы, связанные с внутренним миром и так далее. Противник чего я являюсь? Я противник того, что люди обращаются к ангелам. Я противник того, что люди общаются напрямую, разговаривая там, с ангелами, с богами, с иконами, с представителями там, высших миров и так далее. Я противник. Сейчас я прочитаю, мне очень хочется это сделать. Вот. Сейчас я прочитаю письмо. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Очень неприятно была удивлена тем, что мастер, которым вы себя позиционируете, позволяет себе вешать ярлыки на других мастеров. Во-первых, не нужно говорить, что ты мастер, если ты ничего не умеешь делать. У нас вроде как демократия, но как мужчину, уж тем более как мастера такого уровня, вас это совсем не красит. Чтобы не быть многословной, послушайте ваши же слова. В этом видео на 1 минуте был вопрос про иконы и женщину странную и бред, который она несет по вашим словам, и дальше я сказал имя и фамилию. Ну вот, собственная персона решила вам написать и спросить, где же такой гуру вроде вас, считающий себя истиной последней инстанции, вообще живет-то на планете Земля? Кто вы такой, чтобы давать такие оценки, публично говорить подобные вещи о других мастерах? Сделать себе рекламу можно и другим, более честными методами. Так я вот вам сейчас скажу, почему я это сказал. Я считаю, что по моему мнению, методы, которые приводят человека к шизофрении, и методы, которые могут сделать из здорового человека больного человека, это методы, которыми мастер, хоть он женщина, хоть он мужчина, пользоваться не должен. Скажите, я прав в этом случае или нет? Разве я сказал, что я такой вот мастер, что вот только меня нужно слушаться? Нет, я предупредил и сказал, что методы, где человек может сойти с ума, это методы, которые опасны. Именно это я и говорил. Я сказал, что это бред. Почему? Потому что я понимаю, как в этом может кто-нибудь вляпаться, и я понимаю, как потом может быть плохо этому человеку. Они же потом в больном состоянии ко мне приходят. Она поигралась, понимаете, после этого поигралась, деньги заработала, эти $33, знаете, или там $8, там сделала себе какое-то имя. А кто их потом будет лечить-то? Если бы я этого не понимал, вот как человек, занимающийся одновременно и духовными практиками, и как человек, занимающийся философией или там доктриной эзотерической, ну я бы, наверное, как человек, мне нет к ней никаких, совершенно никаких нет к ней претензий. Мне все равно, пусть она просто не дает методы, которые приводят людей к тому, что они потом с ума сходят. Ведь жалко же в итоге не... Ну ее, ладно. Мне жалко тех людей, которые вот потом начнут это применять. Вы понимаете, я об этом сказал.
Я сказал, что попадут туда люди, которые потом поверят и которые сойдут с ума. Она потом скажет, я ни при чем, скажет, там, вы виноваты, там, ангелы вас спалили, там, кто-то вас там железными мечами порубал, там, иконы вас не спасли и так далее. А ведь они потом плодятся, эти люди, и потом появляется огромное количество вот этих сбросов, понимаете, такое большое количество людей, которые потом приходят после такой эзотерики, они не в себе вообще. И после этого мне их искренне жаль. Я не против человека. Я за ответственность, которую должен нести человек. А она же не понимает этой ответственности. Почему? Это говорит о том, что у каждого человека есть свой уровень. Я с позиции своего уровня понимаю, что ответственность нужно нести. Она с позиции своего уровня не понимает, что ответственность нужно нести. Но при этом она критикует меня как мастера из-за того, что я должен это делать или не должен это делать. А я говорю ей о том, что это вредно, о том, что это может привести к тому, что у людей появятся проблемы со здоровьем. И делать этого именно в таком формате не стоит. Ну правильно ведь, да? Ну я дочитаю уже. Время у нас есть еще 7 минут. Я, например, тоже слышу много о том, какая у вас белая магия, чему вы на самом деле учите. Я хочу сказать о том, что белой магии я не учу. Собственно, как и не учу черной магии. Я учу магии. Какой? А это уже выбор персональный каждого человека, который начинает использовать те методы, о которых я рассказываю. То есть, если эти методы вам хочется использовать в черной стороне, пожалуйста, просто вы быстро себя поломаете, о чем я говорю на первой ступени. Если вы хотите это использовать в виде белой магии, используйте. Просто черной магией все равно не сможете заниматься. Почему? Там нужно знать еще, как этим заниматься. Я об этом не хожу и не кричу. Более того, плоды ваших методов достаточно печальны. Ну, исходя из того, что миллион учеников, я могу сказать, что печальны для тех, кто не может в дальнейшем переманить на свою сторону таких учеников, знаете, и, ну, конечно, печально, понимаете. Если вам не помогают ангелы, церковь и ХЭ, кто такой ХЭ, я не знаю, это сугубо ваши проблемы, а не бред, коим вы все это назвали. Мастера из серии «Выше нас только звезды» всегда плохо заканчивают. Нет, я только за обеими руками и ногами, когда человек имеет собственное мнение. Но я также за то, чтобы человек уважал других людей и мнения и мастеров, у которых учатся они. Вы же откровенно поливаете грязью не только меня, но и те силы, с которыми я работаю. Из чего я делаю вывод? Вы ничем не чураетесь, и черный пиар, видимо, для вас норма. Воля ваша. Ой, Боже. Но помните, что все перед Богом ходим, и каждому по делам воздастся. Я сейчас не пугаю, это истины, прописанные задолго для нас. Лично мне глубоко фиолетово, нет, обманывает. На ваше мнение обо мне и других мастерах, мастер от Бога, да и просто мужчина с большой буквы, никогда бы не опустился до того, тем более, да послушайте, в этот момент я к ней не имел никакого отношения. Я имел отношение к тому, что человек на самом деле дает методы, которые приводят людей к психическим отклонениям. Нужно было спросить, дайте доказательства. То есть вот что вас зацепило в моих методах и в чем и где доказательства того, что вот эти методы плохие. Я бы ей дал этих людей, которые использовали эти методы. Я бы прямо дал тех людей, которые это делали, и пусть бы она с ними пообщалась. Ведь ей же тоже нужно знать или нужно понимать коммуникацию. А у меня как женщине вообще ничего не было. То есть она как женщина или как мужчина, или как тем более мастер, которому ангелы и Хэ помогает, вообще мне все равно. Несколько лет назад меня судьба свела с вами, но почему-то я так и не дошла до школы. Теперь понимаю, почему, зря. Но мне приятно, потому что если тебя плюют в спину, значит иду в нужном направлении. Напрасно. Если вы действительно порядочный человек и мастер с большой буквы, это я сейчас вам пропущу, мне все равно, какой опыт у вас с церковью и прочими традициями и методами. Я ей сказал, что уважаю ее наработки. Мне не нравится то, что она использует методы, которые делают человека психически больным. Но это целиком касается ее. Также извинился перед ней за то, что я использовал ее имя. Действительно, я не имею... А вот знаете, в этом случае я это не делал как эзотерик. В этом случае я это делал как доктор. Просто иногда, работая в течение дня
человеком, который назначает препараты или лечит других людей, к вечеру не понимаешь, что ты уже не доктор, а эзотерик. То есть как эзотерик я, конечно же, извинюсь. Как доктор я не извинюсь. Понятно? Поэтому как доктор извиняться я не стану, потому что я считаю, что это приводит человека к помешательству. Как эзотерик, конечно же, я извиняюсь. Почему? Да мне вообще адвоетично там. Верит она в Бога, не верит. Ангелы, там, эти ангелы там, слушают, они им помогают и так далее. Ангелы помогают, конечно же, знаете, рано или поздно и так далее. Не критикуем, не реагируем, и ваши ученики так, просто так. У меня дети, которые проголосовать, сейчас проголосуем. У меня дети, которые говорят, что в доме поселилась лень, ничего делать не хочется, не могу находиться в доме, хочется убежать. Что с этим делать? Есть такое. Смотрите, все стены, которые по правой стороне находятся, нужно нарисовать круги синего цвета. А все стены, которые по левую, там разместить круги красного цвета. Тогда в доме будет хотеться что-то делать. Вот такой примитивный элемент фэншуя. Относительно входа в вашу квартиру. Заходите в квартиру, вешаете круги красного цвета с левой стороны. Или можно маленькие вырезать, вот такого размера. Желательно, чтобы они висели внизу, так, чтобы глаз хоть чуть-чуть их видел. Все, что находится по левую сторону, цепляйте красное. Все, что находится по правую сторону, цепляйте синее. Если так пожить 1-2 дня, даже увидите, как у вас появляется энергия. А еще продукты перестают портиться, холодильники перестают ломаться, ну и так далее. Очень удобно и очень практично. Кто мне подсказал? Ангелы. У меня дети, ответил, хорошие вот слова написала Наталья Соловьева. Так и есть, к вам больные приходим от других мастеров. Ну, вот так. Вы не только учитель, вы таблетка радости. После морского курса произошли кое-какие неприятности со здоровьем. Но пока была дома и применяла ваши методы и слушала, внутреннее состояние было хорошее. Пришлось уехать, и не было возможности вас увидеть. И до сегодняшнего дня 5 минут вас послушать, сразу жизнь меняет краски. Ирина Париж, мы очень переживали за вас. Спасибо. Вопрос. Получится ли приехать на морской курс в Крым? Конечно, получится. Не могу найти ответ на свой вопрос. Ответил. Потрясающее заседание сегодня. Ура! Большое спасибо за такие знания. Андрей Андреевич, пожалуйста, ради увеличения влияния числа учеников РТЕ, подарите, пожалуйста, всем присутствующим какой-нибудь код 2-го уровня. Хорошо. Конечно, я готов это сделать. Код будет звучать так. УИПУ, 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 Вадакуру. УИПУ, Вадакуру. УИПУ, Вадакуру. Дает много денег, высокое положение в обществе, известность человеку, который практикует. УИПУ на вдохе, Вадакуру на выдохе. Это код 2-го уровня. Давайте проголосуем за то, чтобы правление ГО и РТЕ в 2018 году занялось поиском людей-инвалидов, нуждающихся в материальной помощи, и со счета ГО и РТЕ выделяло им на лечение денежную и материальную помощь в сумме на их усмотрение. Все за. Все же за. Никто же не возражает. Ну вот, и мы будем помогать чуть-чуть. В сентябре на морском курсе все время была отличная погода. Закончились курсы, утром дождь, погода испортилась, чудеса с вами. Я скажу, как это происходит. Если группа приезжает, и эта группа имеет очень много негатива в середине себя, то будет погода плохая. У нас в Египте была гроза с молниями. Да, и дождь шел 2 дня. Я могу сказать, что самый-самый тяжелый мой морской курс, который я когда-либо проводил, был в этом году в Египте. 39-й морской курс. Для меня он был роковым. Но я его все равно победил, этот морской курс. Но это было очень сложно сделать. Да, очень-очень сложный был морской курс. Ну и ура, что все закончилось. Ужас.
Давайте проголосуем. Проголосовали, ура. Приезжайте в этом году на морской курс, который будет в Крыму. Он будет действительно очень интересным. Какие есть сейчас... Ага. Давайте проголосуем за то, чтобы правление организации проводило по возможности каждую среду, кроме выделенных под общение или круглые столы, на разные темы, касающиеся нашей повседневной жизни, ведущим которым будет Дуйко АА, без ведения протоколов наших собраний. То есть просто собрались, задали нужные вопросы, ответил Дуйко и что-то нужное рассказал, и пообщались, и все. Конечно, давайте, никто не против, все единогласно. У нас, знаете, как в Верховной Раде. Еще тут голосовать будем. Давайте проголосуем за то, чтобы правление ГО занялось поиском людей. Ой, их не надо искать. Сейчас напишем сообщение, завтра будет такая очередь стоять вообще. Только скажи инвалидам, что мы деньги раздаем, и нам конец вообще. Потом придется офис закрывать. Потом, когда не дашь, задавят здесь, вообще палками побьют. Скажут, ты паломничество. Код читать в любое время с открытыми глазами. Поколдуйте, пожалуйста, для беременных. Очень хочется мальчика. Спасибо. Я не могу сегодня. К сожалению, у нас сегодня круг был. Я этот круг замкнул. Данный круг назывался «Учиться предпринимать, любить и наслаждаться и быть добрым». Таким образом, у нас сегодня как раз тот круг, который называется «Шестой круг», да, был закрыт. Таким образом, у нас прошло уже 6 кругов, а до морского курса, до летнего, мы проведем или закроем все 9 кругов. Сегодняшний круг – это круг, который назывался у нас круг «Учиться предпринимать, любить, наслаждаться и между ними быть добрым человеком». Я, скорее всего, эти концепции буду давать сейчас в новой первой ступени, которая пройдет у нас в апреле месяце. Также хочу сказать, что мы переезжаем из нашего офиса Шота Руставели 24 в офис, который находится возле синагоги, прямо на 2-м этаже. Там больше места, и мы там дальше будем находиться. Поэтому уже подниматься так высоко на 4-й этаж не нужно будет, не будет иметь никакой необходимости. Еще вопросы. Валерия Спиро. Давайте проголосуем за то, чтобы в 2018 году правление ГО и РТЕ планировало работу организации согласно поступлению возникающих вопросов и на свое усмотрение выдавало денежные премии членам организации за их активное участие в деятельности. Давайте. Люди, давайте проголосуем за то, что это вообще так надо, что мы так голосуем? Давай деньги делим, да? Давайте, Дуйко собрал деньги, вы поделили, дожились. Вот так занимайся общественной деятельностью. Давайте проголосуем за то, чтобы все члены ГО в 2018 году приложили максимум усилий, товарищи, для развития организации в разных направлениях и открытия представительств в разных странах мира. А что нет, давайте, отлично. Давайте бегом все за, все за. И еще. Давайте проголосуем за то, чтобы занялась поиском людей-инвалидов. Да уже все, найдем мы инвалидов, все. Вы инвалидами замучили. Поиск людей-инвалидов. Мне, по-моему, их легче всего найти. То есть организацию, давайте будем организацию продвигать. 1 раз написали, а искать инвалидов 7 раз. У меня основная клиентура, друзья мои, основная клиентура. У меня на каждых 6 человек 4 инвалида, чтобы вы понимали. Все в порядке. Я найду их без помощи. Все нормально. Просто сам буду вашим волонтером. Главное, скажите им, куда зайти за деньгами. Я их вам найду очень быстро. Уж хочется в страну Дуйконию. Давайте уже ее строить. Давайте строить, но до того момента, пока люди не начнут быть потребителями, кем они очень часто являются, а начнут быть руководителями своей жизни. Потому что очень часто человек просто занимает позицию «я потребитель». Я потребитель, дайте, принесите, оплатите, создайте, помашите, разверните, там дают вот, это как бесконечно, знаете, человек-потребитель делает. Нужно быть тем человеком, кто сам это хочет создавать. Давайте уже, давайте. Нет, это потребители говорят, давайте.
Давайте не будет, друзья мои, вы давайте. Вы давайте, вот кнопка сверху написано «внести пожертвование». На чьи деньги будет? Давайте. Давайте деньги, все будет. Нам надо юристов нанимать, там, адвокатов и так далее. Лина пишет, я против всех голосований. Ну, один в поле не воин. Все голосования, они выглядят так. Вы голосуете, но все равно решение принимает совет директоров. Совет директоров я. Совет директоров. Поэтому вы за, и я единогласно. Вы за, а Баба Яга против, знаете. Все, хорош. Так уже было. Один хозяин магазина раздавал даром хлеб пенсионерам. Это закончилось. Те, кому не хватило и так далее, вели себя очень по-хамски и трепали нервы. Было такое. Скажите, пожалуйста, это целиком информация, она нужна для правильных документов. Поэтому просто все в следующий раз, когда мы голосуем, если вы с нами, голосуйте все за. Неважно, что там написано, просто пишите за. Даже не читайте, все хорошо. Сделайте проводы голодных духов. Хорошо, на следующей неделе постараюсь сделать. У нас сейчас идут семинары, эзотерический семинар, который будет называться «Лечение глаз». Также выход книги, который называется «Дневник» или 300 высказываний А. Дуйко, наверное, да. Сейчас будет такой семинар, сейчас я скажу, как он будет называться. Сейчас скажу. Оккультные механизмы для жизни. О, вот такой будет семинар. Я даже чуть-чуть прочитаю, если хотите. Если не можешь спать, необходимо представить перед глазами, появляется плывущая буква Z. Таким образом сон восстанавливается. И вот таких вот моих рекомендаций оккультных, которые невозможно объяснить, их очень много. Больше, наверное, 600 или 700 штук. Получается, это как книга оккультизма. Получается, делай так и будешь спать, делай так и будет так. То есть вот такой вот совсем-совсем простой. Без использования алхимических трав. То есть, вот, потому что можно и с травами, а это будет оккультизм и травы. Я хочу еще такой семинар провести. То есть вот много людей думает, что травы, они мертвые, а это не так, знаете. А я знаю, как травы работают. Травы можно использовать не только в ходе лечения. Допустим, если рассыпать перед входом, перед чьими-то дверями, допустим, покатиполе, допустим, или чертополох, то никто не зайдет в магазин никогда, вы представляете? То есть это так делается вообще. Я вот это знаю и просто знаю, как вот эти травы работают. Представляете? Если носить на себе привязанные листочки шелковицы, а вот где привязать нужно знать, то человек может очень быстро, может в глазах других людей быть очень часто молодым и казаться молодым даже до самой-самой, где нужно. Я обязательно, вот Квискалис, помните, я о нем рассказывал, вот есть целая культура или магическая культура использования растений. Очень интересно, очень мне эта идея нравится, ее обязательно когда-нибудь проведу, очень интересно. Давайте проголосуем. Голосуем за все. Карту очень ждем. Будут карты тоже. Если порван белый пост, можно ли продолжать? Можно. Хочу вам сказать, что в тот момент, когда у вас белый пост и вам плохо, нужно пить таблетки от давления. Также белый пост старайтесь все равно соблюдать. Почему? Это вас проверяет на прочность, насколько вы готовы вообще в жизни иметь высокое материальное благополучие. Это вам приходится чем-то платить. Понимаете, это энергия, она просто дает в вас большой потенциал. Во время белого поста в вас входит большое количество энергии. И вам в этот момент, чтобы не болеть давлением, нужно писать, читать, танцевать, что-то делать, предпринимать, ходить, гулять. Понимаете, вот если белый пост соблюдаете, во время белого поста нужно там гулять, а не лежать, там, ну, очень много общаться, писать что-нибудь. Это обязательно, потому что это же энергия. А энергия – это потенциал. В вас, получается, этот потенциал входит в виде обряда, и после этого вам необходимо этот потенциал реализовывать. Вот сейчас он реализовывается, но на самом деле его максимальная реализация будет спустя 1 год. Я не знаю, это самое тяжелое, что вы когда-либо начали делать. Начали соблюдать белый пост доша. Если не получается, не нужно. Заканчивайте. Ну, ничего страшного. Если прервали на немного, то можно.
Конечно. Андрей Андреевич, что я делаю не так? День все хорошо, 3 никак вообще. Больше позитива. Больше позитива. Нужно улыбаться, радоваться, находить возможность. Проходите внимательно, пожалуйста, ступень. Почему сахар понижается в белый пост? Потому что во время белого поста сахар снижается, а давление растет. Вырастает потенциал, то есть у человека растет потенциал. Человеку хочется много работать, много думать, ему хочется что-то предпринимать, в этом особенность белого поста. Андрей Андреевич, не считаете ли вы, что карты будут способствовать тому, что человек будет на них больше рассчитывать, чем на себя? Не буду работать над собой. Не считаю. Андрей Андреевич, голова может болеть во время белого поста? Я уже говорил это. Обязательно. Во время белого поста обязательно болит голова. И она болит из-за гипертонии. Снижается глюкоза, но поднимается давление. Это во время белого поста происходит. Это связано с тем, что в белом посте много молочной продукции. Это молоко, сметана, там, кефир, там, я не знаю, еще что-то. А в этом всем большое количество кальция. Кальций стимулирует сердечные сокращения, поднимает человеку давление. Но при этом глюкоза снижается. Поэтому белый пост рекомендуется тем людям, у кого есть сахарный диабет. Все, у нас на сегодня заседание закончено. Я надеюсь, это было вам полезным. Данный вебинар у нас будет абсолютно закрытым. Он не будет выложен бесплатно в YouTube. Хочу сказать, что завтрашнего дня, сегодняшнего вечера, вернее, завтрашнего дня я объявлю выигрыших людей, кто больше всего оставил на моем канале в YouTube отзывов под моими видео. А с сегодняшнего дня я запущу, скорее всего, в РТЕ тоже новый конкурс. Он будет таким. Я выберу несколько человек, которые оставят больше всего отзывов под моими препаратами, которые находятся на сайте aduiko.com. То есть, если вы зайдете на мой сайт aduiko.com, интернет-магазин, посвященный тибетской формуле, и оставите свои отзывы под разными препаратами, то я выберу я сегодня напишу, через 1 месяц победителей, но отзывы должны быть полноценными. То есть они должны выглядеть так. Я принимала там золотой бальзам, у меня перестала болеть нога, также я использовала раны и так далее. После этого я выберу тех людей, которые участвовали во время этих отзывов, помешаю это все, скорее всего, потому что невозможно под всеми оставить отзывы, только под тем, что вы принимали. И после этого достану человека, который выиграет достаточно большую сумму денег. То есть, таким образом, те люди, которые будут участвовать и оставлять свои отзывы на протяжении 1 месяца у нас на сайте aduiko.com, в препаратах, в кремах, еще где-то. Вот смотрите, у вас 1 отзыв, я вашу бумажку брошу 1 раз. А если у вас будет 100 отзывов, то тогда мы с Соней возьмем ваши бумажечки и напишем 100 раз. И бросим это после этого тоже в мешочек. Так вот, у вас будет 100 отзывов, то шанс выиграть будет больше, чем у человека, у которого будет 1 отзыв. Какая это будет премия? Очень существенная. Сегодня в семье это обсужу, и мы примем решение. Но это будет достаточно либо дорогой подарок, либо очень высокая сумма. Хорошо? Это интересно. Это начинается прямо сегодня. С сегодняшнего дня вы можете оставлять комментарии под нашими препаратами или рядом с нашими препаратами. Все, я желаю вам успеха. Я забыл сказать. У нас же был конкурс, который называется «Конкурс на лучшее видео». Я выберу уже призера на лучшее видео в пятницу эту. То есть у нас будет вебинар пятничный, и во время этого вебинара я разыграю вот этот приз, который там обещал, уже не помню что, и там $1000 или эквивалент $1000 в виде там либо посещения морского курса, либо покупки препаратов, либо даже выплата наличкой. И я сыплю все фамилии тех людей, которые участвовали в этом конкурсе, и достану 1 претендента. Все по-честному. Все, с вами был Андрей Дуйко. До свидания. Ура.